Знаете ли вы, что на тяжелоатлетах был проведен действительно увлекательный эксперимент? Они не поднимали тяжести в течение 2 недель. Они просто сидели и представляли, как поднимают тяжести. Их мышечная масса увеличилась на 13%. Люди должны осознать, какой огромный потенциал заложен в их мозге. Это доктор Тара Сварт. Она невролог. Я доктор медицины. Я являюсь исполнительным советником, а также автором бестселлеров. Она здесь для того, чтобы научить нас тому, как повысить психическую устойчивость. Чтобы преодолеть наши самые большие трудности. Заразителен ли стресс? Так вот, кортизол – это главный гормон стресса, и он будет выделяться из нашего пота примерно на таком расстоянии от нас, попадать в кожу всех остальных и оказывать на них влияние. И в качестве механизма выживания это поможет вам накапливать жир вокруг живота. Значит, стресс приводит к образованию жира на животе? Жир на животе очень трудно убрать. Есть еще одна кроличья нора, в которую вы могли бы заглянуть из-за социальной заразы. Так вот, есть статистика, которая показывает, что вы встречаете людей, которые находятся на том же психологическом уровне, что и вы. Например, если кто-то разводится, то у вас больше шансов развестись в следующем году. Ваш собственный мозг может сыграть с вами злую шутку. Так что же я могу с этим поделать? Мозг активно развивается и меняется примерно до 25 лет. Но с 25 до 65 лет, если вы будете делать что-то достаточно интенсивное, чтобы заставить ваш мозг измениться, вы действительно улучшите самые высокие функции мозга. Такие вещи, как умение лучше контролировать свои эмоции, решать сложные проблемы, гибко мыслить, преодолевать любые бессознательные предубеждения, которые у вас могут быть. В таком случае возникает вопрос, с чего мне начать? Доктор Тара Сварт, с какими существующими идеями сталкивается ваша работа и то, о чем вы говорите? Такими же бесполезными существующими предубеждениями о мозге и человеческом потенциале, с которыми ваша работа сталкивается лицом к лицу? Итак, первое, с чем я столкнулась, потому что это было примерно во время финансового кризиса, это непонимание связи между мозгом и телом. Так вот, эти высокоэффективные руководители вели себя так, как будто их тело было всего лишь средством, которое перемещало их мозг от встречи к встрече, за встречу. И оба они проявляли неуважение к своему физическому здоровью, но также не понимали, что на самом деле им платили за то, чтобы они использовали свой мозг. И они не были, это создает наилучшие условия для работы этого мозга. И я говорю о действительно простых вещах, таких как сон, правильное питание, увлажнение, отказ от сидячего образа жизни, управление стрессом и так далее. Этот крошечный орган, если он не находится в среде, которая дает ему наилучшие шансы выполнять свою работу, не сможет этого сделать, и где-то обязательно появится трещина. И в первый раз у меня действительно произошла серьезная конфронтация с банком, когда люди падали замертво в торговом зале от сердечных приступов. И они попросили меня больше работать в моем качестве бывшего врача, чтобы помочь с физическими проблемами. И я сказала, что не смогу этого сделать, если мы не займемся психическими и эмоциональными проблемами, потому что именно они являются причиной всего этого. И они просто не могли этого понять. Что бы вы хотели сделать с этими людьми в конкретном и практическом смысле? Если бы вы могли взять на себя ответственность за то, чтобы они не упали замертво в торговом зале, с чего бы вы начали? Понимание того, что стресс, то есть все, что вы испытываете умственно и эмоционально, является сложным испытанием. И такие вещи, как много путешествий, которые являются сложными для вашего тела, повышают уровень гормона кортизола, который вырабатывается вашими надпочечниками. И этот кортизол циркулирует в вашей крови через ваш мозг. Все тело и мозг. А еще в мозгу есть рецепторы, позволяющие понять, что происходит с точки зрения угрозы вашему выживанию. Таким образом, в течение 24-часового цикла, в зависимости от вашего возраста и пола, уровень кортизола находится в пределах нормы. Так что он может повышаться и понижаться вот так. Если происходит что-то сложное, нам нужно адаптироваться и подняться, чтобы справиться с этой проблемой. Но когда этот уровень постоянно превышает верхний предел, эти рецепторы в вашем мозгу в основном думают, что существует неминуемая угроза вашему выживанию. Таким образом, существует целый каскад гормонов, и по сути кортизол вызывает воспаление в организме. Таким образом, воспаление вашей сосудистой системы, воспаление вокруг сердца и всего остального, включая кишечник и многое другое. Но особенно в то время мы наблюдали много сердечных приступов, вызванных стрессом. Это было при отсутствии высокого кровяного давления, высокого уровня холестерина и курения. Все это было вызвано стрессом. Я читал об одном исследовании, смотрел выступление на конференции TED, в котором, как мне показалось, подчеркивалось, что стресс является несколько субъективным фактором. То есть это интерпретация событий. Таким образом, человек может оказаться в ситуации, когда он чувствует себя очень напряженным, вы можете поставить в эту ситуацию другого человека, и они не будут воспринимать это как стресс. Кроме того, я думаю, что есть довольно известное выступление на TED, в котором утверждается, что стресс имеет только физиологические последствия, формы заболевания, воспаление и сердечные приступы, которые вы описываете. Если мы верим, что стресс будет оказывать на нас такое влияние, то это значит, что стресс — это плохо. Да, это очень плохо. Я понимаю это. Это правда? Таким образом, я бы определила стресс как состояние, когда нагрузка, которую вы ощущаете на себе физически, умственно, эмоционально или духовно, слишком велика для вас. Так что да, это субъективно.
Когда я занялся бизнесом и лидерством, люди использовали термины «хороший стресс» и «плохой стресс». И мне было очень трудно понять это, так как я был психиатром и видел, как люди действительно ломаются, думая, что существует такая вещь, как хороший стресс. Но то, что у меня есть, то, как я адаптировалась к этому за последние 10 или 15 лет, заключается в том, что существует адаптивная реакция, которая является здоровой реакцией на вызов. И у нас есть на это веская причина. Нам это нужно, и это может быть очень хорошо. Но это должно стать настоящим прорывом. Он должен то подниматься, то снова опускаться. Если он все время остается высоким, то это не очень хорошо. Мой второй вопрос сейчас касался влияния стресса на здоровье. Когда-то давным-давно я погуглил, потому что у меня была диссертация, и я погуглил, заразен ли стресс. И тут мне пришло сообщение, что это заразно. А действительно ли это заразно? При каких обстоятельствах нам нужно знать об этой заразе? И что еще более важно, как и почему она заразна? Хорошо, я скажу вам ответ на этот вопрос. Но сначала я задам вам вопрос. Случалось ли вам когда-нибудь заходить с кем-то в комнату и к тому времени, как вы уходили с этой встречи, чувствовать себя таким опустошенным? Конечно, да. Да, так что вам знакомо это чувство. Так что я расскажу вам, как оно работает с физиологической точки зрения. Я собираюсь начать с чего-то другого, чтобы помочь вам лучше понять эту историю. Итак, знаете ли вы, что женщины, которые живут вместе или работают в тесном сотрудничестве, синхронизируют свои менструальные периоды в течение 2-3 месяцев? Да, я узнал об этом много лет назад, и это полностью изменило мое восприятие многих вещей. Очень многих вещей. Потому что, честно говоря, я очень логичен, и мне нужны научные доказательства. И поэтому я всегда думал о физических вещах. Ну, не знаю. Например, если я не могу видеть, то этого не существует. Да. Это стало для меня своего рода основой для размышления о жизни. Да. И когда я услышал об этом, я проверил, правда ли это, и обнаружил, что это правда, и это нарушило рамки, в которых я думаю. Потому что если возможно, что невидимые силы сейчас между мной и вами взаимодействуют с нашими телами, я спрашиваю, что еще это возможно? Извините. Я уже использую определенную форму зрительного контакта с вами, чтобы создать эмоциональный резонанс. О, что ты со мной сделал? Мы собираемся сбиться с пути. Не хотите ли вы вернуться к делу? Вы используете зрительный контакт со мной? Скажите мне об этом. В общем, так оно и есть. Мы вернемся к вопросу о гормонах. Мы просто припаркуем эту машину. Мы припаркуем эту машину. Это как-то связано. Так что, когда ребенок рождается, один из способов узнать, какие эмоции испытывает мама, как он понимает свои собственные эмоции. Все, что перерастает в детстве и подростковом возрасте в просоциальное поведение, это узнать, какие эмоции испытывает мама. Все начинается в основном с зрительного контакта с мамой. Так что на первом этаже они почти ничего не видят. Они могут просто увидеть 2 больших пятна, а затем начинают лучше понимать микроизменения выражения лица и все такое. Но зрительный контакт с мамой очень важен. Так что большинство людей правши. Поэтому они будут держать своего ребенка в левой руке, чтобы все еще использовать свою доминирующую руку для выполнения каких-либо действий. И это означает, что когда вы смотрите на своего ребенка, ваш правый глаз смотрит прямо в его левый глаз. А затем это взаимодействие, исходящее от зрительного нерва, распространяется по всему мозгу. Оно воздействует на миндалину, откуда берутся эмоции, и создает петлю эмоционального резонанса, которая является частью связи между матерью и ребенком. Так что зрительный контакт между правым и левым глазом — это самый крепкий зрительный контакт, который только может быть у вас с кем-то. Теперь вы можете сказать: «О, но моя мама была левшой», или вы могли бы быть левшой. Но знаете, если я рискну попытаться сделать это, постройте эту связь с кем-то. Это статистически наиболее вероятный способ создать хороший резонанс между вами. Итак, вы вошли сюда и начали заглядывать мне в левый глаз. Я подождала, пока мы сядем за стол. Я обняла тебя, а ты обнял меня, так что все эти мелочи начинают происходить сами собой. И знаешь, мы уже посмеялись над некоторыми вещами, прежде чем выйти в эфир. Именно такие вещи повышают уровень гормона окситоцина, который связывает людей. Так что у вас больше шансов ослабить бдительность, довериться человеку и пойти на здоровый риск. Как я уже сказала, я разбираюсь в таких вещах, поэтому так и живу своей жизнью. Я просто хочу убедиться, что у меня это четко запечатлелось в голове, чтобы потом я мог повторить это кому-нибудь другому. У нас есть все возможности для знакомства. Да, конечно, так оно и есть. Я думаю, что мы могли бы немного продвинуться по этому пути. Но причина, по которой это работает, заключается в том, что в нашем мозгу существует ассоциация, согласно которой, если кто-то смотрит вам в левый глаз, это как бы запускает что-то вроде реакции привязанности, которая является совершенно врожденной в нас. Да. И в этом все дело? Да. Хорошо, это очень интересно. А что еще? Что еще? Если я пытаюсь с кем-то сблизиться. Так что все, кто слушает это прямо сейчас, будь то на работе, в отделе продаж, в поиске партнера или в любом другом месте, это хороший маленький трюк — заглянуть кому-то в левый глаз. Я собираюсь смотреть только в твой левый глаз до конца твоей жизни. Я с вами, с вашим правым глазом. Как мне это сделать? Я просто смотрю обоими глазами. Да, именно так ты себя и чувствуешь. Но как только ты начнешь это делать, я обещаю тебе, ты заметишь разницу. Все в порядке. А что еще? Какие хитрости можно использовать, чтобы стимулировать сближение? Поощряйте сближение, то есть физическое взаимодействие. В зависимости от того, насколько это уместно, минимальное рукопожатие, возможно, объятие, а может быть и поцелуй в щеку, в зависимости от того, в какой ситуации вы находитесь. Я делаю это рукопожатие там, где я. Мы обнялись, но не обменялись рукопожатием. Много-много лет назад я прочитал статью о том, что если, когда вы пожимаете кому-то руку, вы кладете на нее другую руку, это создает ощущение тепла и доверия. Так вот, я занимаюсь этим уже 10 лет. Дайте им мою левую или правую руку, а затем положите другую руку поверх них. Да, это определенно лишнее. И вы видите это во многих более древних культурах, где рукопожатие больше похоже на рукопожатие, чем у нас, когда кажется, что это всего лишь одна рука. И оно довольно короткое и все такое. Чем больше таких физических прикосновений вы сможете получить, тем лучше. Со всеми, кого
кого я встретила с тех пор, как пришла сюда сегодня утром, я либо пожимала им руки, либо обнимала их, и я бы не отказалась от этого. Есть ли еще что-нибудь, что может стимулировать высвобождение окситоцина, о чем вы знаете? Какие виды поведения усиливают это связующее химическое вещество в нашем мозге? Зрительный контакт и прикосновение — вот главный из них. Мы смеемся вместе, как еще один человек. И потом это не имеет отношения к другому человеку. Но если вы принимаете ванну, а не душ, то у вас выделяется больше окситоцина. Массаж помогает. Вы погружаетесь в теплую воду, так что это похоже на объятия. Таким образом, теоретически, выйдя из ванны, вы станете добрее и счастливее, и все больше людей захотят установить с вами более тесные отношения. Вы будете больше подходить к делу. У нас есть связь. Я делаю это, да. Это так интересно. А как насчет уязвимости? Потому что я слышал, что совместная борьба — это одна из причин снижения уровня окситоцина. Да, переживание чего-то не обязательно травмирующего, но это очень эмоционально и к тому же очень сближает нас. Так что мы часто видим это в реалити-шоу, где люди говорят: «О, мы собираемся стать друзьями на всю жизнь». Если вы делаете что-то вроде прыжка с парашютом или прыжка с тарзанки в группе, то вы действительно чувствуете себя более привязанным к этим людям. Но они не так практичны, как те мелочи, которые вы можете делать каждый день. Хорошо, давайте вернемся к разговору о гормонах. Давайте отложим это в сторону. Итак, мы говорим о стрессе и его последствиях. Итак, вы начали с того, что женщины, которые физически тесно взаимодействуют друг с другом, синхронизируют свои менструальные циклы. И поэтому всякий раз, когда я хочу объяснить что-то сложное или не разбираюсь в современной неврологии, я всегда возвращаюсь к тому, что происходило в древности раз. Так вот, когда мы жили в пещере, люди охотились, собирали урожай и вели довольно кочевой образ жизни. Так что иногда они уходили на несколько месяцев. И на самом деле, если они уходили достаточно далеко и оказывались ближе к другой пещере того же племени, то на самом деле просто оставались там и никогда не возвращались в родное племя, в родную пещеру. Но чаще всего они уходили на несколько недель или месяцев, а затем возвращались в первоначальную пещеру. И в те дни самым важным для выживания человеческого вида было то, что альфа-самец должен был передать свои гены дальше. Так что если он собирался уехать на несколько месяцев и не мог этого сделать, то там не было мужчин, которые могли бы защитить женщин от хищников. Возможно, там наступит ледниковый период, и все они замерзнут насмерть, иначе у них не будет еды. Ему нужно было убедиться, что по крайней мере 5 женщин оплодотворились его спермой одновременно, чтобы в случае нехватки продовольствия, мертворождения, выкидыша или чего-то еще, по крайней мере 1 из 5 выжила. Таким образом, чтобы иметь возможность сделать это, они должны были быть плодовитыми одновременно. Так вот почему существует этот механизм. Сейчас нам этот механизм не нужен, но он все еще встроен в то, как мы работаем. Так что эти половые стероидные гормоны, такие как эстроген и прогестерон, выделяются из нашего пота примерно на таком расстоянии от населения. И именно поэтому, если вы живете с другой женщиной или каждый день сидите за столом напротив, то частички гормона из моего пота попадут через кожу другой женщины. Если она находится в пределах какого расстояния? Это не так. Вам не обязательно сидеть рядом друг с другом. Если вы живете вместе, то это означает, что вы достаточно общаетесь, чтобы это произошло. Все в порядке. Мне так жаль. Но почему бы и нет, если вы будете работать вместе? Если вы работаете вместе и каждый день сидите рядом друг с другом, то это тоже происходит. В маленьком офисе, где работают примерно 6 девушек, происходит синхронизация менструального цикла. И интересно, что этим процессом руководит альфа-самка. Так что да. Так что вы можете разобраться, если еще не знаете, кто такая альфа-самка. В общем, допустим, мои циклы не меняются, и все говорят: «О, у меня начались месячные раньше. У меня еще не было месячных, но теперь они начались». Тогда это будет означать, что, наверное, я была альфа-самкой. Как тело узнает, кто является альфа-самкой? Это будет связано с уровнем тестостерона. Почему это произошло с телом? Почему так важно, кто является альфа-самкой? Почему так важно, чтобы они синхронизировались с ней? Я не знаю, действительно ли это имеет значение. Я думаю, что это просто вопрос физиологии. Так что это немного похоже на то, как в стае горилл уровень стресса у гориллы Сильвербек влияет на других горилл сильнее, чем у горилл, которые являются ровесниками друг другу. Так оно и есть. У нас есть естественная иерархия, и она также должна быть связана с выживанием. Так что, скорее всего, именно она была тем человеком, от которого альфа-самец собирался оплодотворить первого. Возможно, так оно и есть. Так что всем нужно как бы встать в очередь, потому что когда она начнет заниматься сексом, они должны быть готовы к этому. Да. Все в порядке. А еще это, вероятно, будет связано с такими вещами, как гены выживания. Так что это будут люди с самыми выносливыми генами, потому что именно их вы тоже захотите передать другим. Хорошо, в этом есть смысл. Вы очень жизнерадостны. Все в порядке. Хорошо, так на чем же мы остановились? Это стресс и инфекция. Мы проверили все гормоны, присутствующие в менструальном цикле. Так что, по сути, кортизол — это гормон, который действует точно так же. Таким образом, кортизол — это основной гормон стресса. И в этом случае не имеет значения, мужчина вы или женщина, но имеет значение, где вы находитесь в иерархии организации, как я только что упомянула. Так что обычно в том разговоре, которым я упоминала, вы заходите в комнату и после этого чувствуете себя совершенно опустошенным. Как правило, человек, который выходит из дома, чувствуя себя опустошенным, менее стар, чем тот, кто оказал на него такое влияние. Именно поэтому это так важно для лидерства. Потому что уровень стресса, который вы испытываете как руководитель, как генеральный директор, будет оказывать большее влияние на всех остальных, чем на всех остальных людей вместе взятых.
Так что управление своим стрессом, очевидно, важно для вас. Но это важно и с точки зрения того, что происходит с другими людьми. И первая проблема, с которой я столкнулась, была связана с руководителями компаний и финансовыми директорами, которые сказали: «Я не буду показывать им, что у меня стресс. Я не буду говорить им, что происходит с цифрами. Я не буду демонстрировать перед ними свои эмоции». И я сказала, что они все равно будут знать об этом физиологически. Это окажет на них сильное влияние. Так что теперь вам действительно нужно что-то с этим сделать. И еще одна вещь, связанная с кортизолом, которая довольно забавна. Один из побочных эффектов довольно забавный — это то, что в качестве механизма выживания он помогает вам накапливать жир вокруг живота. Опять же, в пещере, если бы вы потенциально могли не найти еду в течение месяца, то если бы у вас был лишний жир вокруг живота, ты мог бы переварить это и выжить до тех пор, пока не найдешь себе пищу. Так вот, с моими клиентами, работающими в сфере финансовых услуг, дело дошло до того, что как только я вошла в комнату, они просто задрали свою футболку и сказали: «Теперь вы знаете, как я жила в прошлом месяце». А потом у меня произошел очень-очень забавный случай, когда я выступала в банке, а в аудитории присутствовал отец генерального директора. И я объясняла, что, знаете ли, стресс от лидерства просачивается вниз, и этот стресс может привести к образованию жира на животе, который вы не сможете сдвинуть с места. И она закричала: «Так вот, именно из-за него я толстая». Но, Стив, никто не засмеялся. В самом деле? Да. И именно тогда я поняла, что он, очевидно, действительно всех напрягает. О боже, никто не смеялся. Нет. Это из-за страха или чего-то еще? Или просто потому, что они думали, что это правда? Это было совсем не смешно. Это была чистая правда. Господи Иисусе. Так значит, стресс приводит к образованию жира на животе? Жир на животе очень трудно убрать. Так что, повторюсь, я часто сталкиваюсь с людьми, которые говорят: «О, я немного прибавила в весе в районе середины живота, и мне пришлось немного ослабить пояс. Так вот, я стала меньше есть, стала больше заниматься физическими упражнениями, и все еще не могу сдвинуться с места». И опять же, именно тогда я бы объяснила, что это связано с воздействием кортизола. До тех пор, пока вы продолжаете выделять лишний кортизол, ничего не изменится. И как я уже сказала, даже если вы будете больше тренироваться или питаться лучше, меньше или по-другому, что бы это ни было, это не приведет к уменьшению количества жира. Вам нужно было докопаться до первопричины. Вам нужно было снизить уровень кортизола. Это также заставило меня задуматься о том, что когда вы рассматриваете возможность продвижения кого-то в вашей организации, вы должны быть очень осторожны. Если вы поставите человека с повышенным уровнем кортизола на высокий уровень в организации, это окажет значительное влияние на всех, кто находится ниже него. Да. Это точно? Действительно ли это точное наблюдение? Да. Нет, это действительно хороший способ выразить это. Я всегда думаю об этой фразе. То, что привело тебя сюда, не приведет тебя туда, которая больше связана с тем фактом, что люди получают повышение. Потому что они хороши в своем деле, но на самом деле их не учат все самые лучшие управленческие и лидерские навыки. Но это действительно очень важный момент. Если есть человек, который испытывает стресс, особенно если он подавляет его, как это делают некоторые из этих успешных людей, то это окажет влияние на всю организацию. В таком случае возникает вопрос. Так что если кто-то слушает это и говорит: «Знаете, что у меня повышенный уровень кортизола, я испытываю сильный стресс, и это, вероятно, сказывается на окружающих меня людях. Что я могу с этим поделать?» Так что, во-первых, если кто-то так говорит, значит, половина битвы уже выиграна. Проблема заключается в том, что люди не осознают этого. Но давайте предположим, что так оно и есть. Итак, давайте представим, что я даю вам список признаков и симптомов высокого уровня кортизола, которые включают в себя такие вещи, как нарушение сна, потому что кортизол является частью 24-часовых часов. Мелатонин помогает нам проснуться, а кортизол помогает нам проснуться. Мелатонин помогает нам заснуть, а кортизол помогает нам проснуться. Может быть, вы заметили, что у нас появился жир на животе. Из-за очень сильной связи между мозгом и кишечником, любые симптомы рефлюкса или расстройства желудка часто являются признаками того, что у вас тоже высокий уровень кортизола. И, конечно же, такие вещи, как раздражительность и перепады настроения. Чаще всего я слышу, как люди говорят, что я почти могу держать себя в руках, когда нахожусь на работе, но когда я прихожу домой. Если мои дети раздражают меня или мой партнер просит слишком многого, я просто срываюсь. Это значит, что ты в шаге от того, чтобы сорваться на работе, если кто-то зайдет слишком далеко, так что это нехорошо. Поскольку кортизол является провоспалительным веществом, он также очень сильно иссушает организм. Так что вы можете заметить, что ваша кожа действительно сухая, или у вас есть проблемы с кожей. Ваша кожа — это не только физическая граница вашего тела, но и психологическая граница вашего тела. Так часто стресс проявляется на коже. Тогда есть две основные вещи, которые вы можете сделать. Одна из них — это физические упражнения, потому что вы можете буквально вывести кортизол из своего тела с потом. Таким образом, вы можете вывести избыток кортизола из своего тела с помощью аэробных упражнений. Другой способ — вести дневник. Так что записывайте то, что у вас на уме, а не просто говорите об этом, и продолжайте повторять снова и снова. Или если у вас есть психотерапевт или доверенный друг, говорите об этом вслух. Так что все дело в том, чтобы вывести кортизол или негативные мысли, связанные со стрессом, из вашей системы мозг-тело. My favorite revelation in my life over the last Включили сделку. За последние полгода в моей жизни произошло настоящее откровение по поводу сна. Еще раз повторяю, именно поэтому я и сказал, прежде чем мы начнем запись, что у меня не запланировано никаких встреч до 11 утра. И я сплю с маской на глазах и просто просыпаюсь, когда просыпаюсь. Да, я тоже. Неужели это правда? Да. Я никогда по-настоящему не встречал никого, у кого бы это было. Для меня это большая честь, и я должен признать, что не каждый может это сделать из-за обстоятельств на работе или чего-то еще. Но важно помнить о важности сна. Вы же нейробиолог. Да. Есть много людей, у которых нарушен сон. Мы живем в мире, где, как мне кажется, все труднее
труднее добиться хорошего сна. Also, we were talking about stress there, but for Насколько это важно для мозга? Кроме того, мы говорим о стрессе, но только для того, чтобы сдерживать наш уровень стресса. Это так важно, что я не могу перестать говорить об этом. И я действительно понимаю, что для некоторых людей это не является выбором. Что они просто плохо спят, или их сон прерывается из-за того, что у них маленькие дети, или они работают посменно. Так что я не имею в виду конкретно тех людей, у которых есть причина, по которой вы не можете спать таким образом. Я в основном указываю на то, что если у вас есть выбор, то вам нужно спать именно так, и именно поэтому. Если у вас нет выбора, есть некоторые вещи, которые вы также можете сделать, чтобы смягчить эту ситуацию. Очевидно, что я работала посменно младшим врачом в Национальной службе здравоохранения и много путешествую. Так что половину времени у меня как будто смена часовых поясов. Но я стараюсь сделать все возможное, чтобы сделать это как можно лучше. И причина в том, что мы всегда знали, когда вы спите, вы откладываете свои воспоминания и учитесь, обрабатываете свои эмоции, клетки и тело восстанавливаются сами по себе. Мы знали об этом уже давно. На самом деле этого никогда не было достаточно, чтобы эти очень целеустремленные люди высшего звена захотели отказаться от 8 часов сна в сутки. Вы знаете, если они чувствуют, что могут обойтись 4 или 5, то они скорее сделают это, потому что у них так много дел. В идеале для изучения популяционной нормы нужно потратить 8 часов и 15 минут. Так что это не значит, что это подходит для всех. Но для большинства людей это идеальный вариант. На самом деле чрезмерный сон может вызвать депрессию, так что это может привести к снижению вашего настроения. Так что на самом деле вы не хотите спать 9 с лишним часов, но в идеале вам нужно провести в постели 9 часов, чтобы получить такое количество сна. И вот в период с 2012 по 2014 год было проведено несколько отмеченных наградами исследований. Когда мы начали понимать, насколько важна уборка помещений, мозг работает всю ночь. Так вот, появилась совершенно новая система, о существовании которой мы даже не подозревали — глимфатическая система. Она похожа на лимфатическую систему вашего тела, но связана с глиальными клетками, поэтому ее назвали глимфатической системой. Эта система представляет собой очень активную систему очистки водных каналов мозга. Мы привыкли думать, что жидкость вокруг мозга и желудочки похожа на озера, а затем есть просто небольшие участки, которые пассивно стекают по мозгу за ночь. Мы никак не ожидали увидеть такие струи жидкости, которые вымывают токсины из мозга. Таким образом, именно то, что мы наблюдаем при патологических заболеваниях, связанных с деменцией, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, это тау-белки, амилоидные бляшки и нейрофибриллярные клубки. Как бы это сказать по-английски? Эти вещества очень активно вымываются из мозга за ночь. И этот процесс занимает от 7 до 8 часов, чтобы завершить очистку. Именно поэтому вам нужно провести в постели от 8 до 9 часов. Значит, для этого нужно 7 или 8 часов восстановительного сна или просто лежать в постели? Просто поспи, только не в постели. Если ты лежишь в постели без сна, значит, ты не спишь. Ты, должно быть, спишь. Но у тебя будут разные циклы сна каждые 90 минут. Сейчас не время для этого. Всего лишь требуется 7 или 8 часов, чтобы вымыть эту дрянь из твоего мозга. Так что одна из вещей, которую я действительно говорю людям, которые плохо спят, заключается в следующем. Если ты обнаруживаешь, что не спишь ночью и не лежишь на боку, повернись на бок, потому что это очень важно. Это лучшая позиция для этого процесса очищения. На самом деле у меня есть специальная подушка, которая позволяет мне спать на боку, потому что от природы я не привыкла спать на боку. Так что не имеет значения, левая это сторона или правая, но это лучшее положение с точки зрения вен на шее, чем спать на спине или на боку. Спереди. Так вот, это единственное, что вы можете сделать. О, вы проснулись. Ваш сон был нарушен. По крайней мере, повернитесь на бок. А что это за особенная подушка? Мне кажется, что вы только что хвастались ею, а потом пошли дальше. Это подушка из пены с эффектом памяти. Могу ли я назвать марку? Конечно, да. Мы позаботимся о том, чтобы они спонсировали это мероприятие до того, как они приедут. Это подушка из пены с эффектом памяти. Это моя подушка от компании Temple UK. И они действительно подарили ее мне, потому что я говорила о том, чтобы спать на боку. Да, это здорово. Хорошо, я сплю на боку, а моя девушка на спине, но я не могу спать на спине. Это забавно, потому что я начинаю спать на животе. Это длится 15 минут, потому что у меня болит спина в нижней части спины. Я перекатываюсь на бок. Но мне всегда было интересно, как бы они спали, если посмотреть на племена и наших предков. Стали бы они спать группами? Стали бы они спать поодиночке? Стали бы они спать на боку или на спине? Знаете ли вы ответы на все эти вопросы? Я знаю, что совместный сон — это определенно то, как мы эволюционировали от совместного сна, то есть в группах. И вот что мне показалось интересным, так это то, что вам нужно было вот так прижаться друг к другу для физического тепла в пещере. Но также из-за этой близости и взаимодействия. Вы получили больше гормона окситоцина, связывающего людей. Так что вы также испытали тепло от того, что являетесь частью племени. И я думаю, что они встали на их сторону, потому что им нужно было быть готовыми к нападению хищника. Так что вам нужно держать свою доминирующую руку наготове, чтобы схватить что-нибудь. И, скорее всего, они спали на левом боку, потому что таким образом защищали свои самые важные органы сердца. Я просто подумал об этом связующем химическом веществе и о том, как оно проявляется, когда мы находимся в непосредственной близости друг от друга. Многие пары, многие люди, в том числе и я, иногда спят в свободной комнате, потому что у меня есть обязательства по работе. А это значит, что я рано встаю, или мой партнер уже встал. У нее есть обязательства по работе, а это значит, что она рано встает. Но даже некоторые из моих друзей, которые находятся на ранних стадиях становления родителями, разошлись и столкнулись с ситуацией развода во сне. Когда вы говорили о связи и выбросе окситоцина, когда мы находимся в непосредственной близости и, очевидно, в ночное время, когда мы буквально прикасаемся друг к другу. Возможно,
Возможно ли это, что, разделяя комнаты и разводясь во сне, мы на самом деле разрушаем нашу связь? Я бы никогда этого не сделала. Вы бы никогда не стали спать в другой комнате с вашим партнером? Никогда. За исключением, может быть, случаев, когда у вас был маленький ребенок, и одному человеку нужно было идти на работу, а другому нет. Я понимаю это, но это временно. И в идеале люди должны были бы найти способы компенсировать это. Я думаю, что в это время вы находитесь в каком-то любовном пузыре из-за окситоцина, вырабатываемого ребенком, так что это довольно эффективно действует на нервную систему. Но совместный сон — это фундаментальное условие нашего выживания. Это было физически, когда мы были в пещере. Но сейчас я бы сказала, что эмоционально и духовно это фундаментально для нашего выживания. Я имею в виду, Что вы подразумеваете под совместным сном, просто чтобы уточнить? мы спим вместе, так что в основном в нашем обществе это происходит как супружеская пара. Но во многих других культурах вся семья спит вместе. Почему бы вам никогда этого не сделать? Вы, кажется, очень увлечены этим делом. Потому что это так полезно для тебя. Связь, физическое тепло, контакт кожа к коже, любовь, доверие. Я буду терпеть, если кто-то просыпается рано, а мне не нужно просыпаться в это время. Я даже буду терпеть. С этими словами. Значит, у вас будет менее качественный сон? От этого ваш сон не станет менее качественным. Я ношу мониторы сердечного ритма и доказала, что даже в то время, когда мой муж просыпался в 5 часов, а я вообще не просыпалась раньше 8, и он целовал меня на прощание, у меня был всплеск жизнестойкости. Нам пора. У вас есть жизнестойкость? Да. А как вы это измеряете? Так вот, я использовала эту готовую технологию, когда вы носите монитор сердечного ритма с гелевой прокладкой на груди. И таким образом он имеет цветовую маркировку, определяющую, выполняете ли вы легкие упражнения, тяжелые упражнения, испытываете ли вы стресс или восстанавливаете свою жизнестойкость. И в основном люди восстанавливают свою жизнестойкость за одну ночь. Но на примере людей с маленькими детьми вы могли четко видеть, когда они просыпались ночью, потому что это приведет к стрессу. Некоторые люди восстанавливают свою жизнестойкость в течение дня, если, допустим, вы просто сидите вместе со своим партнером или братом или сестрой, и это очень расслабляет. Или если вы любите свою работу, вы знаете, что можете видеть, как это происходит и в течение дня. Но поскольку я так одержима своим сном, то обычно не приветствую никаких нарушений сна. Но способность спать вместе и обниматься всю ночь оказывает такое нейропротекторное действие, что я бы посоветовала всем делать это. Я также знаю некоторых людей, которые говорят: «О, я лучше сплю, если сплю одна». Но мы не были созданы для того, чтобы выживать в одиночку. Мы были созданы для того, чтобы выживать как часть племени. И я думаю, что сейчас, после пандемии, люди стали более потерянными, одинокими и разобщенными, чем когда-либо. Если у вас есть кто-то, с кем вы действительно можете переспать всю ночь, я настоятельно рекомендую вам это сделать. Так вот, я хочу двигаться в этом направлении, потому что меня очень вдохновляют перемены в мире и то, что я чувствую себя потерянным, одиноким и оторванным от всего мира. Но просто остановлюсь на втором слове «жизнестойкость», которое вы используете в связи с вариабельностью сердечного ритма. Вы говорите о физиологической жизнестойкости, о том, что тело становится более устойчивым по сравнению с другими видами. Когда мы говорим о жизнестойкости, мы говорим об этом скорее в психологическом контексте. Например, я могу противостоять большему стрессу или давлению. Но вы использовали монитор вариабельности сердечного ритма, который измеряет расстояние между ударами сердца, и увидели, что когда ваш муж поцеловал вас, ваша вариабельность сердечного ритма увеличилась. А это значит, что ваше тело было более физиологически устойчивым. На самом деле он измеряет и то, и другое, потому что сравнивает вариабельность вашего сердечного ритма с частотой сердечных сокращений. Все в порядке. Таким образом, он узнает, занимаетесь ли вы физическими упражнениями, потому что у вас участился пульс. Но если ваш пульс находится на базовом уровне, то изменение вариабельности может означать либо то, что вы испытываете стресс, либо то, что вы восстанавливаете свою жизнестойкость. Если ваш пульс высокий, то это, очевидно, связано с физическими причинами. Но это связано и с тем, и с другим фактором. Так что речь идет не только о физической выносливости. Это действительно так. Когда человек находится в этой бирюзовой зоне, на самом деле речь идет скорее о восстановлении психологической устойчивости. Но эти две вещи взаимно дополняют друг друга. Но разницу можно определить по частоте вашего сердцебиения. Так что, очевидно, я спала, поэтому мой пульс был низким. А что вы видели на мониторе, когда он мне это давал? Я в буквальном смысле слова являюсь источником информации, потому что он также делает это каждые 15 минут. И именно в это время я увидела самый высокий всплеск бирюзового цвета. Это забавно, потому что с моей девушкой пару раз, примерно месяц назад или 2 месяца назад, я вышел из дома довольно рано утром. Может быть, примерно в это же время, 6 утра, когда она еще была в постели, и я подошел к ней и дал ей крепко «целую тебя». Я практически целовал ее со всех сторон. Это так нежно. Я целовал все ее лицо и нос, а потом просто крепко-крепко обнял ее и все такое. А потом я ушел, сел в такси и уехал, как бы там ни было. И она сказала мне, что в тот же день или на следующий день она уехала. Я не знаю, что там произошло, но это что-то открыло во мне. А потом моя подруга сказала, что у нее были некоторые проблемы с менструальным циклом, и у нее начались месячные. Это потрясающе, мне это очень нравится. Она всегда права. Мне нравится, когда она что-то говорит мне, и она это знает. Но я отдаю ей должное. Я всегда отношусь к этому скептически, потому что мы думаем по-разному. Она очень духовная личность. Я очень хочу сказать, что мне нужна какая-то наука. И она сказала мне об этом, и я просто подумал, что поцелуи и объятия утром не оказали и не могли оказать на нее никакого физиологического воздействия. Но теперь я снова начинаю сомневаться, не ошибся ли я. Это потрясающе. Некоторые из этих вещей не обязательно могут быть немедленно объяснены наукой, но если вы воспользуетесь своей интуицией, то вам придется
спросить себя. И я чувствую, что вы начинаете думать, что это может быть правдой. Когда мне объясняют причину, я принимаю все как есть. Если есть хоть малейшее научное обоснование, которое могло бы это обосновать, тогда я прихожу к идеям, но мне действительно нужна наука. Считаете ли вы, что мужчины и женщины отличаются друг от друга с точки зрения своей интуиции и способности хотеть? Вы улыбаетесь. У них есть способность понимать некоторые из этих сил, которые витают в воздухе. Потому что моя девушка, похоже, очень чувствительна к чувствам и интуиции, а я в меньшей степени. Да, так что давайте сформулируем это так. Если бы у вас в комнате было 100 человек, 50 мужчин и 50 женщин, и вы попросили бы их выстроиться в ряд в порядке роста, то не все мужчины были бы выше всех женщин. В середине должно быть немного смеси. Именно так обстоит дело с мозгом, интуицией и всем остальным. Здесь есть некоторые несоответствия. Так что я думаю, что большинство людей согласятся с тем, что кажется, что женщины больше общаются со своей интуицией, чем мужчины. Но это абсолютно не значит, что все женщины против всех мужчин. Считаете ли вы, что женщины больше доверяют своей интуиции? Я думаю, что они более открыты к тому, чтобы признать, что это действительно так. И я считаю, что чем больше мужчин нуждаются в науке, чтобы объяснить, как работает интуиция. Это очень интересно. Я подумал, не существует ли для этого какой-то мозговой неврологической причины. Я думаю, что было бы больше женщин и мужчин, которые верили бы в интуицию и те чувства, которые трудно объяснить. И еще. С тех пор многое изменилось. Я помню, когда я преподавала в Массачусетском технологическом институте около 7 лет назад и преподавала науку об интуиции, кто-то действительно встал. В классе учатся все старшие руководители. Это обучение руководителей высшего звена. Кто-то встал и сказал: «Я же не собираюсь принимать действительно важные решения, такие как повышение или увольнение, основываясь на своем внутреннем чутью, не так ли?» И он был довольно молод, и довольно много парней постарше обернулись и сказали: «Именно так я бы и принял свое решение». И мои самые важные решения. Но в то время все еще казалось, что не все действительно уверены в том, что это и есть твоя сверхспособность. Но я думаю, что люди начинают лучше понимать, что с возрастом, опытом и мудростью ты действительно понимаешь, что интуиция на самом деле является твоей самой сильной стороной. И это должно быть твоим самым сильным решением создания модальности. Что такое интуиция? Потому что вы не можете вспомнить все, что пережили за всю свою жизнь. Но где-то в нейронной архитектуре, а также в нейронах кишечника, хранится эта информация. Потому что вы пережили это. Так что, может быть, вы скажете, что понимаете, что мудрость и опыт — это результат повторяющихся в вашей жизни паттернов, которые вы осознаете. Интуиция — это уроки, которые вы усвоили на своем пути, но которые вы не осознаете. Но они все еще хранятся в вашем сознании. Нервная система. И поэтому, чем меньше вы их осознаете, тем глубже они проникают в вашу нервную систему. Таким образом, существует процесс, называемый хеббианским обучением, названный в честь нейробиолога Дональда Хебба. И это в основном означает, что нейроны взаимодействуют друг с другом, соединяются вместе. Но суть в том, что то, чему вы научились сегодня, например, то, чему вы научились, разговаривая со мной, это будет очень важно для вашего разума и как бы просто в виде маленьких дорожек, которые просто как бы соединяются друг с другом. Но то, чему ты научился, когда тебе было 5 лет, например, когда ты сунул руку в огонь, и она обожгла тебя, и ты больше никогда не захочешь этого делать, глубоко укоренилось в твоей душе. На самом деле вы этого не осознаете. Но знаете, возможно, есть и другие вещи, которые вы не помните. Таким образом, мы считаем, что ваша мудрость выталкивается из внешней коры головного мозга в лимбическую систему, которая является эмоциональной системой мозга, ствол мозга, спинной мозг и нейроны кишечника. И именно поэтому иногда это называют внутренним чутьем, потому что это такое чувство, когда ты что-то знаешь, но не знаешь, почему ты это знаешь. Но на самом деле это связано с тем фактом, что у тебя есть мудрость и опыт, которые есть в тебе. Они воплощены в тебе, но вы не обязательно осознаете это. Мне очень удивительно слышать, что эти воспоминания, эта мудрость могут быть где-то глубоко внутри. Люди думают о том, что я определенно отношусь к тем, кто всегда считал, что мои познания, мои воспоминания и весь мой интеллект существуют только в моем мозгу. Ваши воспоминания, ваши познания и ваш коэффициент интеллекта находятся в вашем мозгу, но ваша интуиция находится в вашем мозгу и в вашем нутре. Это звучит очень глупо, но мне все равно. Я должен просто честно признаться в своей глупости. Где же у меня внутри? Я подумал, что это похоже на мой желудок. Именно туда я кладу еду. Да, у тебя есть свой желудок, у тебя есть свой тонкий кишечник, у тебя есть свой толстый кишечник. Да. У вас есть и другие органы, печень, селезенка, почки. И все они усовершенствованы, а это значит, что к ним подключены нервы. То же самое относится и к вашему сердцу. Мы могли бы провести похожий разговор и о вашем сердце, потому что ваше сердце знает, как быть, только благодаря нервам, которые его пронизывают. Этот круглый мозг здесь, в спинном мозге, который проходит по центру вашей спины, дает начало всем нейронам, которые пройдите к своим рукам, ногам, всем вашим органам, вашей коже, которая является вашим самым большим органом. Вот как это работает, потому что в каждой отдельной части вашего тела есть нервные клетки или нервные пути.
Вот в чем заключается связь. Это возвращает нас к тому, что я говорила о связи между мозгом и телом. Они тесно связаны, и эта связь носит двунаправленный характер. Дело в том, что они не могут существовать друг без друга. И чем больше вы понимаете, что существует постоянная обратная связь, идущая взад и вперед, тем больше вы можете подключиться к такого рода вещам. Тем больше вы можете узнать за несколько дней до этого. Ты скоро заболеешь. Бьюсь об заклад, твоя подружка знает, что пройдет несколько дней, прежде чем она заболеет простудой или гриппом. Да, так оно и есть. Да. Это происходит постоянно. А мои клиенты никогда об этом не узнают. И как только они уезжают в отпуск, они болеют целую неделю. А почему именно тогда, когда они уезжают в отпуск? Потому что они подавляют это чувство, чтобы иметь возможность выполнять свою работу. И вы можете подавить болезнь, а можете просто не признавать ее. Это он. Это не обязательно означает, что у них был вирус простуды, который они подавили. Но дело в том, что их организм находится в таком состоянии, что иммунная система находится под воздействием кортизола. И поэтому, как только у нее наступает перерыв, она как бы сдается. И было время после финансового кризиса, когда люди говорили мне, у меня была эта простуда уже 4 недели или 6 недель, но она есть у всех. И я подумала, мне очень жаль, но ты действительно считаешь, что это нормально. Как вы думаете, это нормально болеть простудой больше недели? И потом это требует такого вызова, потому что еще одна вещь, которая происходит при групповом мышлении, будь то на работе или в вашем кругу общения, заключается в том, что мы недостаточно бросаем вызов друг другу о подобных вещах. Так что если бы кто-то из друзей сказал, или я страдаю от этой простуды уже 6 недель, я могла бы сказать, о, бедный ты мой. Но если бы я этого не сделала, то кто-то мог бы это сделать. Но речь идет также о том, чтобы спросить, может быть, что-то еще не так? Потому что это не так, это необычно. И для меня это абсолютно точно приведет к повышению уровня кортизола. 2 года назад мы собирались пойти по пути надвигающегося кризиса, о котором вы говорите. Что это за надвигающийся кризис, который вас беспокоит? Стивен, я предвидела, что это произойдет в самом начале пандемии. Сейчас это уже не грозит. Так оно и есть. Мы переживаем кризис. Все тревоги по поводу здоровья, неуверенность, страх и потери, которые мы испытали во время пандемии, были достаточно серьезными. Они вызвали такой уровень стресса, который никто из ныне живущих не испытывал раньше. Но мы уже вышли из этого состояния. Мы в относительном порядке. Я не знаю, можно ли сказать, что мы вернулись к нормальной жизни или к новой нормальной жизни. И мы не обратили никакого внимания на последствия того, что с нами произошло. И когда я говорю «мы», я имею в виду всех, начиная с младенцев, родившихся в то время, которые никогда не видели никого, кроме своих ближайших родственников, и заканчивая подростками, которые, что интересно, учились лучше, чем девочки, потому что играли в видеоигры в интернете, так что они оставались на связи. Пожилые люди, оказавшиеся в изоляции, люди, потерявшие близких и так далее. Как будто существует так много вещей. Я могла бы сказать еще больше. Мы на самом деле так и не осознали, что именно это произошло и через что мы прошли. Мы сами. Большинство людей на самом деле не понимают, что изменилось для них или что происходит с ними в данный момент в результате этого. И мы, конечно же, не составили никакого плана на будущее. Будущее. В данный момент я действительно обладаю интеллектом и мудростью. И одна из вещей, которые я узнала о первых американцах, заключается в том, что когда они принимают важные решения для своей общины, они представляют себе, как это решение повлияет на 7 поколений в будущем. Мы даже не задумываемся о будущем на одно поколение вперед. Мы просто думаем о том, что происходит прямо сейчас. Мы даже не задумываемся по-настоящему о нашем собственном будущем, как это бывает иногда. Я помню, как думала, что буквально в марте 2020 года наступит кризис психического здоровья, как и все, что происходит физически. И с течением времени я все больше думала о кризисе психического здоровья, А потом я начала думать, хорошо, а что еще это может быть? И, конечно же, у меня было время заняться некоторыми другими интересующими меня областями, которые я не могла себе позволить, когда путешествовала и работала с полной отдачей. Так что я начала больше читать о духовности в древних культурах и прочем. И я подумала, что это может стать духовной революцией. Когда вы говорите «духовная революция», это очень широкий термин. Что вы имеете в виду? Если я оглянусь назад и увижу, что вы рассказали очень интересную историю о моем путешествии с тех пор, как я сменила профессию, то скажу, что все началось с этого физического предмета. Для меня там, где я работала, был стресс, но у людей случались сердечные приступы. Затем я провела много лет, работая с людьми над психической устойчивостью. И эмоциональная регуляция была частью этого процесса. И это снова стало важным во время пандемии, потому что мы были очень близки с людьми. И вы знаете, и это было совсем по-другому. И это было тяжело. И это было домашнее обучение, и работа, и все такое прочее. То, что я увидела в результате пандемии, это то, что мы определенно снова осознали важность нашего времени, проведенного на природе. Так что я думаю, что большинство из нас чувствовало, что возможность выбраться на природу и побыть в зеленом месте действительно важна. А поскольку здесь не было ни самолетов, ни уличного движения, мы снова могли видеть звезды на небе, мы наблюдали удивительные закаты, люди начали ценить пение птиц. И теперь исследования показывают, что время, проведенное на природе, действительно оказывает положительное влияние на ваше физическое и психическое здоровье. И твое долголетие — это одна хорошая вещь,
вещь, которая из этого вышла. Но все ли мы по-прежнему находим время для этого? Или просто собираемся вернуться к нашим старым привычкам? Еще одна интересная вещь, которая выявилась, заключается в том, что действительно важно иметь цель, выходящую за рамки тебя самого, особенно для вашего психического здоровья. Но это будет иметь побочный эффект. Можно сказать, что я веду свой подкаст, и мне нравится вести его. Я знакомлюсь с интересными людьми и делюсь этими знаниями с другими. Многое из этого все еще связано с самоудовлетворением. Так что иметь что-то, что не обязательно приносит вам пользу, но дает вам цель в жизни, действительно важно. И что же это может быть? Что бы это могло быть? Это может быть добровольное участие. Для меня это может быть похоже на то, что я раздаю много бесплатной информации в Инстаграм, а не пытаюсь найти работу или что-то в этом роде. Возможно, когда я говорю «волонтерство», это звучит довольно громко, но это может быть все равно, что спросить своего пожилого соседа, можете ли вы что-то сделать. Их продукты для них, когда вы идете в супермаркет. Это может быть просто звонок другу и проверка, все ли с ним в порядке. Просто что-то, что заставляет вас чувствовать, что жизнь стоит того, чтобы жить, но не обязательно приносит вам деньги или напрямую улучшает вашу жизнь. Я разговаривал со многими психотерапевтами, которые говорили о двух вещах, которые мы никогда не хотели бы ощущать. А. Мы отличаемся от других, и Б. Нас недостаточно. И я размышлял об этом через призму наших племен. В контексте племени, если бы я был другим, существовал бы риск того, что меня вышвырнули бы из племени. И если бы я не чувствовал, что меня достаточно, у меня снова был бы риск быть вышвырнутым из племени, потому что я не представляю ценности для племени. И в контексте того, что вы говорили о служении другим, не является ли это опять чем-то вроде доисторического желания помочь другим? Чувствуете, что мы приносим пользу племени, служа на благо нашего племени? Так вот откуда берется этот инстинкт, увы. Мне очень нравится то, что вы сделали, и это именно то, что я сказала. А именно, когда я не уверена в ответе, я возвращаюсь к эволюции. Я всегда так поступаю. Да. Мне это очень нравится. Мне кажется, что раньше я не думала об этом именно так, но я думаю, что это правда. К сожалению, племя не могло позволить себе нести мертвый груз. Так что если вас было недостаточно, если вы были ранены, если вы были неподвижны, если вы были пожилыми, если вы не вносили свой вклад, то вы могли остаться позади. И еще есть действительно интересная новая область исследований, называемая нейроэстетикой или нейроартом, которая заключается в том, чтобы иметь какое-то от творческой активности в вашем обычном расписании. Так вот, существует множество исследований, которые показывают, что если вы не занимаетесь чем-то творческим раз в неделю, то это могут быть танцы. Музыкой я занимаюсь живописью, рисованием, хожу в театр, читаю роман. Так что на самом деле это довольно широкий кругозор. Время и природа действительно включены в это понятие. Тогда потому, что природа — это та палитра, которую мы все любим. У вас могут быть разные вкусы в искусстве или музыке, но все люди любят природу, потому что мы всегда были в ее красоте. Так что влияние этого на ваше психическое и физическое здоровье, а также на ваше долголетие также огромно. Но даже так, как и каждое утро, я действительно подумала об этом сегодня утром, потому что хотела упомянуть об этом. Но вчера вечером, когда готовил еду, я съел цедру лимона. И вот сегодня утром, когда я пошла достать молоко из холодильника, я почувствовала его запах, потому что оно было в холодильнике. И я просто подумала, это так красиво. И вот они говорят что-то вроде, если ты положил букет цветов на прикроватный столик, и он приятно пахнет, и это первое, что ты чувствуешь утром. А потом тебе нравится смотреть на эти красивые цветы. Если у вас в доме есть красивые предметы, если вы слушаете пение птиц по утрам, то это все нейроэстетика. Это значит жить такой жизнью, которая доставляет эстетическое удовольствие вашему мозгу и полезна для вашего здоровья. Почему? Не стоит ли нам вернуться к теме эволюции? Можно мне высказать предположение? Пожалуйста, это мое любимое занятие. Я думаю, что это связано с соображениями безопасности. Так что если вы смогли потратить свои умственные ресурсы на то, чтобы оценить красоту, то это должно означать, что вы в безопасности. Это должно означать, что вы не просто пытаетесь выжить. Так оно и есть на самом деле. Мы действительно ценим красоту. Поэтому, видя, обоняя, слыша, пробуя на вкус приятные вещи, мы почувствуем себя лучше. Но кроме того, мы будем делать это только в том случае, если у нас будет такая роскошь, как возможность сделать это, тогда это могут быть такие мелочи. Но также это сигнализирует вашему мозгу о том, что я в безопасности, потому что у меня есть время почитать роман или поработать, включи музыку и танцуй по моей гостиной. В рамках этой идеи о том, что пути, которые соединяются вместе, соединяются проволокой. Я также думал о том, что каждый раз, когда я видел дерево, я чувствовал себя в безопасности. Так есть ли какая-то ассоциация с тем, что деревья — это безопасность? Вы понимаете, что я имею в виду? Каждый раз, когда я выезжал на природу, я чувствовал себя в физиологической и психологической безопасности. Также обстоит дело и сейчас, когда существует эта неврологическая связь, проводящие пути соединяются и срабатывают вместе. Если я правильно понял, вы говорите о реакции мозга и тела. Если я снова окажусь в подобной ситуации, это подаст моему телу сигнал о том, что я в безопасности. Да, так оно и будет. Это и есть нейропластичность. Это значит повторять это и давать себе понять, что каждый раз, когда я нахожусь рядом с деревьями, я в безопасности. Я чувствую себя в безопасности. Это не будет одинаково для всех. Я бы предположил, что опять же, когда мы жили в пещере, мы, естественно, делали такие вещи, как смотрели по ночам, мы наблюдали за звездами на небе, танцевали вокруг костра, рисовали наскальные рисунки. Так что это тоже очень сильно влияет на нашу психику. Они бы украшали себя гораздо больше, чем мы. Так что понимание эстетики всегда было присуще им, и не только от природы, но и от некоторых наших ритуалов и церемоний.
И действительно, вывод, к которому я пришел в связи со всем этим духовным кризисом, а затем и потенциальной революцией, заключается в том, что все, что нам нужно пройти, это пройти через это. Революция всегда была в мире с тех пор, как мы существуем. И это, на мой взгляд, прекрасно, потому что нам не нужно делать какие-то сумасшедшие новые вещи, о которых мы никогда раньше не думали. Мы можем это сделать. Я хочу сказать, что мы знаем о травмах поколений, травмах между поколениями, эпигенетике и о том, как все эти плохие вещи происходят. Можешь спуститься вниз по линии. Но в этом мире также есть много прекрасного и мудрого, к чему мы можем получить доступ. Нам совсем не нужно изобретать велосипед заново. Мы можем просто вернуться к тому, что делали, когда жили в мире. Это очень интересно. Но это не так-то просто сделать в тех мирах, в которых мы живем, потому что мы построили общество в таком мире, где оно существует. Да. Мы живем в таких белых домах, где только в городах есть 4 белые стены. Мы чувствуем себя более одинокими, чем когда-либо прежде. Мы заказываем еду с помощью стеклянных экранов. Мы используем порнографию в качестве замены близости и связи. Мы используем социальные сети вместо общения. Подключение к интернету сократило реальную связь. Похоже, вам придется полностью перестроить общество. Вы можете начать с себя. Так что я полностью согласна с тем, что все, что вы только что сказали, это то, как живет большинство людей. Но я не знаю, так ли это. Как вы живете, доктор? Я активно стараюсь проводить как можно больше времени на природе, и у меня дома и вокруг него очень много похожих растений и цветов. Я очень-очень внимательно отношусь к тому, кто принадлежит к моему племени. Так что это позитивные, значимые, глубокие духовные отношения. Я не использую порнографию или приложения для знакомств. Я просто смотрю на это сквозь вашу призму. Да, и я стараюсь. Что вы думаете о влиянии порнографии на мозг? Два самых основных побуждения в мозге — это секс и еда. Так что потенциальное воздействие огромно. Я согласна с вами в том, что это все чаще приводит к большому разрыву между мужчинами и женщинами в реальной жизни, что действительно печально. Что это за разрыв связи? Я думаю, что представление о том, какой должна быть или может быть женщина, сильно искажено порнографией. Я думаю, что если сложить воедино то, что я слышу от своих друзей о приложениях для знакомств, то то, как люди чувствуют, что они могут относиться к другим, действительно изменилось. И я думаю, что после пандемии этот процесс также ускорился. Так вот, это настоящее отсутствие сочувствия к последствиям ваших действий и комментариев по отношению к другим людям. И я думаю, что порнография способствует этому, потому что она меняет отношение мужчин к женщинам. Я думаю, что это влияет на женщин с точки зрения того, как вы должны выглядеть. Например, сколько пластических операций вам нужно сделать. К чему вы должны быть готовы в интимных отношениях? Или на самом деле самый большой вопрос, который у меня возникнет, это то, что от тебя ожидают, когда ты даже не состоишь в интимных отношениях. Как раз тогда, когда это становится больше похоже на сделку, когда правила изменились. Опять же, сейчас я очень часто слышу: «О, ну что же, мы были на 3, 4 или 5 свиданиях», или что бы это ни было. Это должно означать переход на новый уровень. Так что я думаю, что нужно вернуться к действительно уважительным отношениям, проявлять большое сочувствие к другим людям, заботиться о тех людях в вашей жизни, которые могут быть более одинокими, чем вы. Когда я говорю, что у меня абсолютно нет телефона в спальне, но когда я говорю об ограничении экранного времени, это очень сложно, потому что все мы используем наши экраны для работы и общения с друзьями. Но есть исследования, которые показывают, что количество времени, которое вы тратите даже на общение с друзьями онлайн по сравнению с личным общением, оказывает огромное влияние на то, насколько вы чувствуете себя комфортно в обществе и насколько вы способны к сопереживанию. Это может оказать действительно большое влияние на дисморфизм тела даже у подростков. Так что на самом деле вполне нормально проводить довольно много времени в интернете, если вы также проводите много времени с людьми лицом к лицу. Одна из вещей, о которых вы там говорили, касалась ограничения членства в вашем племени. Почему это так важно? Почему так важно не общаться с определенными людьми и проводить больше времени с другими людьми, например, с точки зрения неврологии, с точки зрения нашего здоровья, наших перспектив, наших результатов и нейропластичности? Так что если мы просто немного вернемся к вопросу, который вы искали в Гугле, а именно заразен ли стресс, тогда есть еще одна кроличья нора, в которую вы могли бы заглянуть. Это социальная инфекция. Так вот, есть статистика, которая показывает, что в вашей социальной группе, если кто-то разводится, у вас больше шансов развестись в следующем году. Если кто-то из вашей социальной группы страдает ожирением, у вас больше шансов стать тучным. Так вот, я вовсе не говорю, что не стоит дружить с кем-то из-за того, что он развелся или набрал лишний вес. Но я больше говорю об отношении к людям.
Итак, о том, как вы относитесь к другим людям, насколько вы добры, щедры и открыты, относятся к разговорам об интуиции или духовности. По сути, вы встречаетесь с людьми, которые находятся на том же психологическом уровне, что и вы. И поэтому мы всегда работаем над собой. Надеюсь, и вы хотите быть с людьми. Если это так, то вы хотите быть с людьми, которые тоже растут, которые открыты для вызовов, которые те, кто учится, кто заинтересован в изучении духовности, кто заботится о своем психическом здоровье и психическом здоровье других людей. Так что на самом деле все дело в том, чтобы иметь этот круг доверия и знать, что у тебя есть поддержка. Но в то же время, если ты сделаешь что-то действительно нехорошее, кто-нибудь обязательно тебе об этом скажет. Ранее вы упоминали слово «нейропластичность». Что это такое? Почему это так важно? И я думаю, что, посмотрев на свою предыдущую работу, вы осознали, что на вас снизошло озарение по этому вопросу в вашей карьере. Когда вы поняли, что вы, вероятно, похожи на большинство людей, но большинство людей этого не понимают, даже думают, что это что-то особенное. Они так не считают. Они считают, что как только ты повзрослеешь, у тебя все встанет на свои места. Но, похоже, в какой-то момент твоей карьеры на тебя снизошло озарение, и ты осознал важность и возможности, которые открывает нейропластичность. Мы должны начать с того, что когда я училась в медицинской школе и защищала докторскую диссертацию по неврологии, мы ничего не знали о нейропластичности. Так что мы абсолютно точно думали, что когда вы физически перестаете расти, то все в вашем мозгу устанавливается на всю оставшуюся жизнь, и вы не можете ничего изменить. С твоим интеллектом ты не сможешь научиться управлять своими эмоциями по-другому, так что тебе будет гораздо труднее научиться чему-то новому. Все, что мы знаем сейчас, это то, что мозг активно растет и меняется до тех пор, пока нам не исполнится около года. Мне 25 лет. И еще. Черт возьми, я пропустил это мимо ушей. Нет, вы этого не делали. Вы ничего не упустили из виду. Вы ничего не упустили из виду. Мне 31 год. Я знаю, что выгляжу на 24 года, но... Вы ничего не упустили из виду. Так что с 25 до 65 лет, и я бы сказала, что даже после этого, если вы ничего не предпримете, чтобы изменить свой мозг, он будет стремиться к плато. Если у вас есть работа, где вы делаете одно и то же каждый день, и у вас это довольно хорошо получается, вы можете оставаться таким же, как сейчас. Это на всю оставшуюся жизнь. И для некоторых людей это нормально. Если вы делаете что-то достаточно интенсивное, чтобы заставить свой мозг измениться, то вы можете не только узнать много нового, но и получить то, что мы называем глобальными преимуществами для вашего мозга. Допустим, вы решили выучить новый язык. Может быть, вам стоит выучить португальский или французский языки. Вы уже говорили с ней? Вы уже говорили с ней? Нет. Это было просто потрясающее чувство. Знаете, такое чувство, когда кто-то говорит вам что-то, и у вас возникает ощущение, что они действительно вели разговор за вашей спиной, потому что это очень важно для денег. Нет, на самом деле в этом году у меня с ней была договоренность, что к концу года я выучу португальский язык и отправлюсь туда. Сейчас сентябрь, и я знаю 6 слов. Так что я просто почувствовал себя немного ближе к дому. Так что давайте двигаться дальше. Так что это здорово. Так что у вас действительно есть причина выучить один или два языка. Если вы это сделаете, ваш мозг не только получит преимущество от умения говорить по-французски или по-португальски, но и улучшит ваши исполнительные функции. Сейчас это самые важные функции мозга. Такие вещи, как способность лучше контролировать свои эмоции, решать сложные проблемы, мыслить гибко, творчески, преодолевать любые сознательные или бессознательные предубеждения, которые у вас могут быть. Это огромные преимущества, которые можно получить, просто занимаясь чем-то вроде изучения языка или музыкального инструмента. И это могут быть более мелкие вещи, такие как путешествия, общение с людьми, у которых была другая жизнь, чем у вас, приготовление чего-то нового, выбор другого маршрута на работу, чтение газеты или книги, журнал, который сильно отличается от того, что вы обычно читаете. Вы ведете подкаст? Вы делаете это каждый день. Да, именно так. Да, так что, тем не менее, это не вызывает нейропластичности вашего мозга. Так оно и есть. Вы учитесь. Это разные люди. Да, ты знакомишься с разными людьми, узнаешь что-то новое. Но, скорее всего, это не то, что мы бы назвали вниманием, достаточно интенсивным, чтобы действительно изменить проводящие пути в твоем мозгу. Ух ты. Так что вести все эти разговоры совсем не то же самое, что расширять свой кругозор. Это относится к вам с точки зрения фактов, которые вы изучаете. Да. Но сам процесс поиска человека, проведение небольшого исследования его личности, знакомство с ним, беседы с ним, умение задавать ему определенные вопросы. Это вполне естественный путь для вас. Таким образом, у тебя это получается все лучше и лучше, но это не является новым большим изменением в твоем мозгу. Ну и что с того? Хорошо, все в порядке. Так вот, я думаю, что когда люди слышат о нейропластичности, а я впервые услышал о том, что это вообще возможно, для меня стало открытием, что мы можем изменить наш мозг. Что же именно люди обычно хотят получить от нейропластичности? Они хотят быть кем-то другим в других отношениях. Им нужны новые привычки, им нужен новый образ мышления. Они хотят перестать мыслить негативно или слишком много думать в определенных ситуациях. Если бы я захотел перестать быть чрезмерно мыслящим или негативно мыслящим человеком, или если бы я захотел этого, есть определенные привычки, которые есть у всех нас и у меня в жизни, и которые мне нравятся. Я просто чувствую, что это я сейчас. Да, это похоже на прокрастинацию. Иногда появляется прокрастинация. Я просто так говорю. С кем вы уже разговаривали? Я разговариваю с вами. Нет, я не слишком много откладываю на потом, потому что в наши дни у меня действительно нет выбора. Я откладываю некоторые вещи на потом. Я думаю, что все мы делаем то, что мне кажется правильным. Да, мы все так думаем. Нет, я действительно рад, что вы обратили внимание на это в контексте неосязаемого, потому что, очевидно, я использую аналогию с языком. Как отличный способ помочь людям понять, что вы узнаете что-то новое, это создает определенные пути в вашем мозгу. Это меняет ваш мозг. Кроме того, у него есть и другие преимущества. Но на самом деле люди стремятся изменить привычки и поведение, которые не приносят им пользы в жизни. Да. Так ли это на самом деле? У меня нет мотивации. Да, у меня нет мотивации. Я слишком много думаю, мысли негативны, теряю самообладание и чувствую себя очень застрявшим.
Людям нравится доставлять удовольствие, как и многим другим вещам. Речь идет о настроении, реакциях и других реактивных вещах. Да. Таким образом, процесс, лежащий в основе нейропластичности, как и физиология того, что происходит в мозге, заключается в повышении осведомленности. Итак, давайте предположим, что у вас снова были разрывы отношений по тем же причинам и независимо от того, что происходило раньше. Так вот, затем вы подходите к какому-то моменту и говорите: «Хорошо, в прошлый раз я просто не очень-то разбирался с этим, и просто перешел к следующим отношениям. Теперь я начинаю понимать, что здесь есть какая-то закономерность. Я думаю, что мне нужно сделать что-то другое». Первый шаг — это определить закономерность. И первый шаг — это 50% успеха в битве. Как только вы поймете, что это то, о чем я думаю, во что верю или что делаю, и что приводит к результату, которого я не хочу, это уже половина успеха. Так что как только вы это сделаете, не пытайтесь сразу же что-то изменить. Следующий этап называется сосредоточенное внимание. Итак, вы оглядываетесь вокруг в своей жизни, на работе, в личной жизни, в спорте. Если вы занимаетесь спортом с разными типами людей и через твое прошлое, где были те времена, когда я так поступала? Что заставляет меня делать это? Или что толкает меня на это? Позвольте мне привести вам пример, чтобы мы могли проработать эти шаги на примере. У меня есть друг, который постоянно встречается с людьми, состоящими в браке или состоящими в отношениях. И все заканчивается так, как и следовало ожидать, ее разбитым сердцем. Но именно по этой спирали она и движется. Так что первым шагом будет осознание этой закономерности. Вы встречаетесь с людьми, которые по какой-то причине вовлечены в это дело. Так что в данном случае это совершенно очевидно. Если вы вступаете в отношения с людьми, которые уже привязаны к вам, то вы знаете об этом. Я бы хотела поговорить с ней о том, во что она верит в себя и что заставляет ее думать, что это нормально. И я уже представляю себе, что у нее должен быть какой-то уровень самооценки, который, знаете ли, вызывает трудности. И, возможно, что-то в ее детстве было причиной этого. Но ты бы поступил так только в том случае, если бы не верил, что заслуживаешь кого-то своего. Так что именно такой разговор я бы завела с таким человеком. Я бы, наверное, спросила ее примерно так: что приходит тебе в голову, когда ты решаешь сделать это снова? И она сказала бы что-то, о чем она сознательно думает. Я бы хотела копнуть глубже и спросить, что именно она думает о себе, что заставляет ее так думать. Так что очень важная часть повышения осведомленности заключается в том, чтобы перейти от мыслей к убеждениям. Следующий шаг — это, конечно, если у нее есть история этого, например, ведение дневника, признание, запись. Хорошо. На этот раз я встречался с кем-то, кто был, я вроде как вступила в отношения с кем-то другим, или на этот раз у меня был роман с женатым мужчиной. Что случилось? Например, в процессе принятия решений, с того момента, как вы согласились приступить к этому, каковы были последствия. Так что на самом деле это означает сосредоточенное внимание, связывающее это решение с последствиями. Одна из вещей, которую я хочу сказать, заключается в том, что вы, по сути, являетесь суммой всех решений, которые вы приняли в своей жизни. Вот кто вы есть на самом деле. Так что стоит только немного больше понять и уделить больше внимания тому, что вызывает это и как это происходит. Следующий день — это просто целенаправленная практика. Так что первая задача будет заключаться в том, чтобы в следующий раз она встретила мужчину, который недоступен. И, возможно, она еще не сможет сказать «нет». Возможно, ей придется совершить еще одну ошибку. Но она сделает это, вооружившись всеми знаниями, которые у нее есть сейчас. И она увидит все так, как оно есть на самом деле. Или же на этот раз она сможет сказать этому мужчине «нет». Так что следующий шаг — это сознательная практика, когда вы говорите: «Хорошо, раньше я вела себя именно так. Это та новая я, которой я хочу быть». Это та, кто говорит «нет» каждому женатому мужчине, кто заменяет каждую негативную мысль позитивной мыслью. Или что-то в этом роде. Именно над этим ты сейчас и работаешь. Затем вы начинаете искать сценарий, чтобы практиковать это новое поведение. И на первом этапе это будет трудно, потому что у вас есть путь, который, возможно, был заложен с детства, и который позволяет вам делать определенные вещи. А мозг — это очень энергозатратный орган, поэтому он всегда пытается использовать путь наименьшего сопротивления. Допустим, я слишком много думаю. Хорошо. И вы задаете мне эти вопросы, а у меня в голове звучит голос: почему Стивен спрашивает, мне это нужно? К чему он клонит? Неужели он пытается меня обмануть? Что бы я хотел, что бы я попытался сделать, так это заставить замолчать этот голос в моей голове и сказать: хорошо, в этом подкасте со Стивеном я сосредоточусь на нем. Я возьму его задавать вопросы о том, что они собой представляют, и я буду говорить о своей области знаний. Я не собираюсь беспокоиться о других вещах, которые могут твориться у меня в голове. И давайте предположим, что на этот раз мне удалось сделать это в 50% случаев. А потом я иду и веду еще один подкаст на следующей неделе, и мне удается делать это в 75% случаев, и вы знаете, и так далее. В конце концов, этот новый путь, который я прокладываю, станет сильнее, чем тот, который был у меня раньше. И тогда каждый раз, когда я прихожу на подкаст, я просто буду полностью присутствовать и внимательно, и я дойду до конца. И вот теперь я совсем другая. Итак, мы повторяем поведение, которое мы повторяем. Итак, давайте начнем с начала этих 3 шагов. Первый шаг заключается в осознании закономерностей нашей жизни. Второй шаг заключается в том, чтобы по-настоящему осознать боль или последствия этой закономерности. А третий шаг — это что-то вроде постановки намерения относительно того, кем мы хотим стать, и целей, которые у нас есть, а затем как можно больше
практиковать это. Вот и все 3 шага к этому. Это тот самый, 4-й по счету, шаг. Но 4-й фактор — это подотчетность. Потому что большинство людей, предоставленных самим себе, откажутся от этого процесса, когда он покажется им слишком сложным. Это уже 3-й шаг. Да. Благодаря многолетней практике и ведению дневника, я научилась лучше держать себя в руках. Но для большинства людей должен быть кто-то посторонний, так что это может быть друг. Одна из причин, по которой я большой поклонник создания этих досок действий, заключается в том, что перед вами находится очень осязаемая вещь с изображениями того, чего, по вашим словам, вы хотели бы достичь в этом году, который вы можете четко увидеть. А также ваши друзья и родственники смогут увидеть в конце года, сделали вы это или нет. И вы знаете, конечно, у вас может быть настоящий профессионал, который будет рядом с вами. Например, ваш учитель языка, чтобы привлечь вас к ответственности. Я тоже так думаю. Нам придется отредактировать это, потому что вы действительно настаиваете на этом. У вас здесь есть своя повестка дня. Я действительно был здесь. Вы говорили ранее всего 2 года назад о том, как, когда вы пытаетесь создать новый путь, если есть уже существующий, который очень важен. Хорошо усвоенная с детства, она становится все более трудной. Так вот, я всегда был неорганизованным человеком. Я вырос в доме, который выглядел так, словно в него попала атомная бомба. Внутри было просто дерьмовое шоу. Там был полный бардак. Так что эта привычка просто быть неряшливым довольно прочно укоренилась. В моем мозгу прочно укоренилась привычка быть неряшливым. В более широком смысле я думаю здесь о травме и о том, как травма выглядит в мозге, когда у нас были действительно травмирующие ранние переживания в нашей жизни. Или в контексте моего друга, мы могли бы понять, что не заслуживаем этого. Кого-то или мы недостойны, или нас недостаточно, или мы другие. Возможно, это действительно хорошо зарекомендовавший себя путь. Не наводит ли это на мысли о том, что существуют некоторые модели поведения, которые практически неизменны и практически неизменны? Я не хочу соглашаться с этим, но я хочу сказать, что мы отошли от использования термина «жестко закрепленный», который означает, что он существует вечно. И сейчас мы говорим о мягкой проводке из-за нейропластичности. Я знаю людей, которые пережили невероятное количество травм. Скоро в моем подкасте появится один пример из этого. Она проделала такую большую работу над собой, что действительно находится в прекрасном положении как психолог и ведический астролог, помогая другим людям научиться справляться со своими травмами. Так что многое может случиться. Она явно была очень жизнерадостным человеком и получила хорошее образование. Некоторые люди имеют дело с последствиями травмы на всю оставшуюся жизнь, и это влияет на их жизнь, и это печально. Возможно, вы не сможете справиться со всеми вещами, которые вы пережили, или в полной мере с тем, что вы пережили, но я действительно верю, что есть что-то еще. Многое из того, что может сделать каждый человек. Ранее вы говорили о травме поколения и эпигенетике, как вы сказали. Что представляют собой обе эти вещи? В первый раз, когда я услышал о травме поколений, я подумал, что это что-то вроде УУ, мягкое, обнадеживающее, как принятие желаемого за действительное, как хороший способ обвинить своих предков в том, что они сделали. Так оно и есть. Именно тогда я впервые услышал об этой идее, что травма может передаваться по наследству от ваших родителей или бабушек и дедушек. И мне просто показалось, что это просто не может быть правдой. Да, я знаю. Это относительно новая область исследований. Так что на самом деле я собираюсь разделить этот вопрос на несколько частей. Таким образом, травма поколений, и вы можете посмотреть здесь, связана с конкретными случаями действий, которые были совершены в отношении определенных маргинализированных групп. Так же, как и у первого американца, рабство — это рабство. В Азии есть некоторые особые группы, с которыми обращались определенным образом. Так оно и есть. Таким образом, последствия травмы поколений заключаются в том, что когда что-то происходит с одним поколением, возникает психологический эффект. И это может быть как-то связано с тем, что вы всегда чувствуете себя изолированным, или вы всегда чувствуете себя одиноким, или вы всегда чувствуете себя на обочине, или вы всегда чувствуете себя обделенным. Это происходит потому, что с целым поколением обращались определенным образом, и это оказывает влияние. Эпигенетическая травма между поколениями связана с тем, как какое-то внешнее событие на самом деле изменяет экспрессию ваших генов. Таким образом, у нас есть генотип и фенотип. Генотип — это ваша ДНК, она не меняется, но фенотип — это то, какие биты включаются и выключаются. Наиболее известными примерами этого являются Холокост и голод в Голландии, но есть и другие примеры. И сейчас нас отделяет от этого достаточное количество поколений, чтобы мы могли наблюдать изменения в реакциях на стресс примерно у 3 с лишним поколений. Так вот, и это не всегда плохо. Так что иногда люди становятся более устойчивыми, потому что их бабушки и дедушки или прабабушки и прадедушки пережили что-то ужасное. Иногда люди испытывают большую тревогу. И трудно точно сказать, почему все может пойти так или иначе. Я всегда говорю людям, что вы не рождаетесь с теми генами, которые были у ваших родителей, когда они родились. Вы рождаетесь с экспрессией генов, которые были у ваших родителей примерно в момент зачатия. А затем, конечно же, уровень стресса вашей матери на протяжении всех триместров беременности. И это вовсе не означает, что кто-то виноват в том, что произошло в прошлом, или в том, что они испытывают стресс во время беременности. Это призвано повысить осведомленность о том факте, что если у вас есть что-то в истории вашей семьи, или у вас действительно была особенно напряженная беременность, вы можете использовать нейропластичность для того, чтобы увеличить шансы вашего ребенка на экспрессию генов, которые будут более полезны для него в жизни, чем
если бы вы не знали обо всех этих вещах. Так что если у вас была особенно напряженная беременность, допустим, вы женщина, которая действительно испытывала стресс на 8-м месяце беременности, как это влияет на ребенка? И какие симптомы вы, скорее всего, увидите у этого ребенка, которых у него не было бы в противном случае? Хорошо, так что я собираюсь дать вам действительно осязаемый ответ, прежде чем вернуться к тому, о чем мы говорили раньше. Представьте, что ваша мать героиновая наркоманка. Это ведь влияет на ребенка, не так ли? Да. И это потому, что у них одинаковое кровоснабжение. Да. Так вот, если мать испытывает стресс и у нее высокий уровень кортизола, то этот кортизол поступает через плаценту в кровоток ребенка. И, по сути, стресс, возникший еще в утробе матери, может привести к включению генов, которые снижают устойчивость к стрессу или повышают склонность к тревоге или расстройствам настроения. И это уже начинается. Воспаление в этом крошечном ребенке, который еще даже не родился. Я знаю, что это звучит ужасно, и я действительно не хочу, чтобы это выглядело так, будто все мамы должны быть полностью дзен-буддистами и никогда не испытывать стресса. Потому что это просто нереально. Но вы же знаете, что все, что вы можете сделать, чтобы справиться со стрессом во время беременности, конечно же, полезно. Но тогда вы полностью понимаете, что если ваш ребенок начнет проявлять какие-либо подобные симптомы тревоги или неспособности управлять своими эмоциями, после того, как он достигнет возраста, когда он должен быть в состоянии это сделать таким образом, вы можете познакомить их с медитацией. Вы можете посидеть с ними и поговорить об их эмоциях и о том, что они чувствуют. Существует множество действительно замечательных книг и видеороликов, которые вы можете использовать для обучения детей подобным вещам. Я всегда говорю, что знание — это сила, и, к сожалению, в жизни с людьми могут случаться трудные вещи. Но каждый раз, когда со мной случалось что-то подобное, я погружался в кроличью нору, думая, хорошо, что я могу найти, чтобы помочь мне преодолеть это и стать лучше. Я просто думаю о том, как вы говорили о горе и мозге, о взаимосвязи между тем, что происходит в мозге, когда мы испытываем горе и все такое. Подумайте о горе и разбитом сердце, как о сильных эмоциях. Очень многие из нас, включая одного из моих лучших друзей, недавно оплакивали потерю близких отношений. И у меня есть еще один друг, который потерял кого-то в своей жизни, кто ушел из жизни. И это такая всепоглощающая сила, которая, кажется, сопротивляется советам. Мне просто интересно, узнаете ли вы что-нибудь из своей работы о горе в мозгу и о разбитом сердце в мозге? Да, так что я думаю, что существует очень много разновидностей горя, которые мы наблюдали, особенно в последние несколько лет, а именно потеря чувства собственного достоинства, потеря кого-то из-за разрыва отношений и потеря кого-то из-за реальной смерти. И мне интересно услышать, как вы, как неравнодушный наблюдатель, говорите о том, что это нечто настолько подавляющее и не поддающееся советам. Я твердо верю, что для того, чтобы когда-нибудь излечиться от горя, вам нужно дойти до самого дна ямы. И как бы вы ни поступали, это не то, что кто-то другой может прокомментировать. Я думаю, что если вы занимаетесь такими вещами, как погружение в работу, или слишком много гуляете, чтобы избежать этого, то это неправильно. Но если кому-то нужно эмоционально уйти куда-то, чтобы справиться с горем, его нужно поддержать и позволить ему это сделать. А затем, возможно, время от времени мягко подталкивать, спрашивая, как у тебя дела. Не кажется ли тебе, что ты чувствуешь что-то вроде исцеления, разрешения, понимания или принятия? Я действительно думаю, особенно с горечью, что если мы сами не прошли через что-то, то действительно трудно представить, насколько это плохо, даже если тебе это может быть очень небезразлично. Почему вы так думаете? С чего вы взяли, что вам нужно спуститься на дно ямы? Потому что я думаю, что мы очень эмоционально избегаем друг друга. Я думаю, что это часть более серьезной проблемы, о которой я говорила, а именно, мы теряемся и теряем связь. И я помню, когда мой первый брак распался, и я меняла карьеру, думая, что если бы я не была психиатром и не знала то, что знаю, я могла бы понять, как это сделать. Ты можешь оказаться в психиатрическом отделении, переживая распад или распад брака. Так вот, все, что я пытаюсь сказать, вовсе не означает, что вы должны чувствовать себя ужасно. Я пытаюсь сказать, что вам нужно переварить все свои эмоции и как бы немного сдаться им. Потому что если вы попытаетесь замять это, то это приведет к позже я вернусь и укушу тебя. И я видела много историй о том, как люди совершали действительно великие поступки. Например, писали об этом книгу или изливали всю свою заботу, любовь и внимание на других людей. А потом, в конце концов, обнаруживали, что на самом деле не справлялись со своими собственными эмоциями. Так что, когда я говорю «докопаться до сути», я не обязательно имею в виду, что чувствую себя действительно ужасно. Я имею в виду, что нужно полностью обработать все эмоции, потому что тогда вы действительно сможете исцелиться и на каком-то этапе двигаться вперед. Это не значит, что вы забудете этого человека или то, что произошло. Но если вы попытаетесь замалчивать это, я думаю, что это опасно, потому что это очень глубоко. Это такая глубокая эмоция. Это такое осознание собственной смертности. Коротко об одном. Я открыл для себя продукт, который изменил мою жизнь под названием Eight Sleep. И сегодня я с гордостью могу сказать, что у меня состоялась беседа с основателем бренда, и теперь они являются спонсорами подкаста. И одна из вещей, которую я узнал из этого подкаста, общаясь с экспертами по сну, такими как Мэтью Уокер, заключается в том, насколько важна температура, когда речь заходит о сне. Температура в вашей комнате зависит от температуры вашей кровати. Кроме того, одно из важных открытий, которое я получил, поговорив с некоторыми экспертами, заключалось в том, что температура в комнате должна колебаться в течение всей ночи по мере того, как вы проходите различные стадии сна. Так что, когда вы впервые ляжете в постели должно быть довольно прохладно. Затем должно стать немного прохладнее, а ближе к концу температура должна повыситься. И это является отражением того, что могло бы произойти
произойти в природе когда-то давным-давно. Вы, вероятно, уже узнали, что у меня есть спонсоры для этого подкаста, которым я пользуюсь, и продукты, которые мне нравятся. Мои спонсоры должны отражать не только мои разговоры, но и то, что я использую в своей жизни. Так что в честь того, что они стали новыми спонсорами подкастов, я всегда хочу получить скидку для вас, ребята, и у меня она есть. Зайдите на сайт 8sleep.com, который называется eightsleep.com. И если вы это сделаете, то сэкономите $150 на обложке подкаста, который лежит у меня на кровати, тот самый, о котором я говорю. Хватай свою капсулу, пришлите мне сообщение и дайте знать, как у вас дела. Как вы, возможно, знаете, этот подкаст спонсируется компанией Fuel. Если вы живете под скалой, то, возможно, пропустили это мимо ушей. Со временем я понял, что не все продукты, которые они предлагают, предназначены для меня, но те, которые предназначены именно для меня, действительно сильно изменили мою жизнь. Все эти продукты предназначены для разных случаев использования и для разных людей. Для меня, как вы, наверное, знаете, готовые к употреблению бутылки являются основным продуктом моей жизни на данный момент, и так было уже много-много лет. Но для многих других людей у них есть горячее и пикантное блюдо, которое представляет собой 5-минутную горячую еду. Катараян полноценен в питательном отношении и содержит все полезные вещества, которые содержатся во всех ваших продуктах, а именно 23 витамина и минерала, а также замечательный баланс питательной полноценности. Кроме того, у вас есть еще и решетки. Если вы слышали о Хьюэле в этом подкасте, то наверняка слышали, как я много говорил об этом. Вы знаете, что я являюсь инвестором компании, вы знаете, что я вхожу в совет директоров компании, и вы не знаете, с чего начать. Я бы очень рекомендовал вам, начиная с набора бестселлеров. По сути дела, мы отправим вам посылку в виде поза, содержащую все любимые продукты, которые нравятся людям. А затем вы попробуете их все и остановитесь на тех, которые действительно вам подходят. Ссылка на пакет бестселлеров находится в описании ниже. В своей книге вы рассказываете о механизмах нейропластичности. Каковы механизмы нейропластичности и 3 фактора, которые оказывают наибольшее влияние на изменения в мозге? Итак, первая причина — это миелинизация. И любой, кто много занимается спортом и повторяет определенные силовые тренировки, поймет, что именно это происходит с их мышцами. Вы знаете, когда я сказал, ты приходишь сюда почти каждый день, сидишь с кем-то, берешь у него интервью, и ты действительно великолепно умеешь задавать вопросы. Это похоже на то, что у тебя получается очень хорошо, потому что ты повторяешь это, и это становится чем-то вроде сверхдержавы. И это означает, что то, что там происходит, это миелинизация. Так вот, миелин — это жирное вещество, которое покрывает некоторые нервные пути, и эти пути становятся быстрыми путями. Вот почему эволюция объясняет, почему у нас есть несколько быстрых и несколько медленных путей. Причина в том, что если вы кладете руку в огонь, то ваш рефлекс на то, чтобы выдернуть руку, срабатывает быстро, а болевой рефлекс медленно. Потому что если бы вы были обездвижены болью, то в ту же минуту, как вы сунете руку в огонь, вы уже не смогли бы убежать от него. Один из механизмов нейропластичности заключается в том, чтобы стать еще лучше в том, в чем вы действительно хороши, и это происходит через миелинизацию. Самый распространенный из них — это то, в чем вы довольно хороши. Но если бы у вас было достаточно времени, вы могли бы стать действительно хороши в этом. Но, возможно, у тебя не так много времени. Это происходит через синаптические связи. Так что именно это может показаться довольно тяжелой работой. Но если вы приложите усилия, то сможете изменить свой мозг. Таким образом, это означает, что нейроны, которые уже существуют в мозге, соединяются друг с другом и начинают формировать новые пути. И третий механизм, который не часто встречается в мозге взрослого человека, но происходит вокруг гиппокампа, потому что мы действительно закладываем новые воспоминания в жизни. Происходит многое в детском мозге, называется нейрогенезом. Речь идет о маленьких эмбриональных нервных клетках, которые плавают в мозге и на самом деле становятся полностью сформированными нервными клетками, нейронами, соединяются через синаптические связи и, возможно, миелинизируются. И в этом участвует фактор роста, который приводит к тому, что эмбриональная клетка становится взрослой клеткой, которая это называется БДНФ, или мозговой нейротрофический фактор. Атрофический означает рост, так что нейротрофический — это рост нейронов. И в основном этому способствуют аэробные упражнения и употребление продуктов с темной кожей. Да. Я предпочитаю продукты с темной кожей. Да, так что позвольте мне просто рассказать о первом упражнении, потому что это один из моих забавных фактов, который заключается в том, что если вы регулярно занимаетесь аэробными упражнениями, то оборот этих клеток в вашем мозге составляет около 1314%. Так что же вам нравится в том, как быстро они отмирают? Нет, речь идет о скорости, с которой они превращаются из эмбриональных клеток в полноценные взрослые. Ох, все в порядке. Да, Все в порядке. потому что мы хотим, чтобы происходил нейрогенез. Все в порядке. Если вы какое-то время не занимались физическими упражнениями, а потом начали, то скорость обновления клеток составляет около 30%. Таким образом, после периода бездействия с новыми аэробными упражнениями она увеличивается. Так что это мое оправдание тому, что половину времени я просто лежу на диване, когда они снова начинают заниматься. О, да. Кого вы разыгрываете? Хорошо, так что это ускорит скорость, с которой вы устанавливаете эти связи. Да, мы заставляем эмбриональные клетки расти в новые клетки, а затем соединяться с уже существующими. Так что я хочу убедиться, что у меня все предельно ясно. Так что если я пытаюсь развиваться, если я пытаюсь говорить на другом языке, то выполняю упражнения, которые оказывают на меня влияние. О, это поможет вам учиться и сохранять воспоминания, да. Говоря простым языком, если я занимаюсь аэробными упражнениями, то моя способность повышать нейропластичность возрастает. Да. А что, если это не похоже на аэробные упражнения? А что, если я просто поднимаю большие тяжести? Другие виды упражнений приносят пользу вашему мозгу, но силовые тренировки не так сильно влияют на нейрогенез. Все в порядке. Речь идет не столько о языке, сколько о другом примере преобладания разума над материей.
Итак, это был эксперимент, проведенный на 2 группах тяжелоатлетов. Я подумала, что этот эксперимент может вам понравиться. Это большой комплимент. Большое вам спасибо. Вы думаете, что я занимаюсь тяжелой атлетикой? Мне кажется, что я идентифицирую себя как тяжелый атлет. Вы посмотрели на меня и подумали, что я тяжелый атлет. Совершенно верно. Большое вам спасибо. Но это были гантели для пальцев и локтей, так что, возможно, в этом эксперименте не все так гламурно. Все в порядке. Итак, одна группа подняла гантели на пальцах или локтях. Я думаю, что это было 2-недельное исследование, и оно показало, что мышечная масса целевой группы мышц для этих гантелей увеличилась примерно на 40%. Их коллеги представляли себе, что будут поднимать тяжести только в течение 2 недель. В течение 2 недель они не поднимали никаких тяжестей. Они просто сидели и представляли, как поднимают тяжести. И у них мышечная масса увеличилась на 13%. Это очень интересно. Таким образом, мы можем приказать нашему мозгу наращивать мышечную массу. Неужели вы тайно занимались этим? Нет, но я мог бы заняться этим вместо вас. Я уже давно хожу в спортзал. Было бы намного проще, если бы я мог просто смотреть футбол и говорить себе, что я поднимаю тяжести. Я не думаю, что вы сможете смотреть футбол. Я думаю, что вся эта визуализация и, знаете ли, такие вещи, как намерение и внимание, были важной частью всего этого. Это еще раз говорит о силе наших мыслей, не так ли? Если наши мысли могут заставить наш мозг наращивать мышцы, то это действительно так. Так ли это было на самом деле? Это записано в книге. Но действительно ли это так? Действительно ли это общепризнано как истина? Я удивлен, что нет таких личных тренеров, которые просто усаживают вас в пустой комнате и просто уходят, не так ли? Подумайте о количестве спортсменов, которые используют визуализацию в своих тренировках. Конечно, они выполняют упражнения, практикуются и все такое, но это очень часто используется в спорте. Это очень интересно. Очевидно, что это не тот случай, когда я просто иду домой, начинаю воображать, как занимаюсь спортом. Но это еще раз напоминает мне о важности просто думать о позитивных вещах, которые соответствуют моим целям. Да, что плохого в том, чтобы представить себя более мускулистым или более молодым, употребляя при этом темную пищу и достаточно высыпаясь? Это как будто входит в комплект поставки. Не хотите ли вы знать, что вам следует есть, чтобы вы могли это сделать? Скажите, пожалуйста, что такое продукты для темнокожих людей? Так что, по сути, на базовом уровне мы хотим, чтобы у людей была здоровая, сбалансированная диета, в основном на растительной основе. Но там, где вы можете выбрать более темный вариант пищи, пигмент в коже этой пищи содержит более высокий уровень антиоксидантов, называемых антоцианами, и они также способствуют нейрогенезу. Так что это все равно, что есть черную фасоль вместо белой, или чернику вместо клубники, темный шоколад вместо молочного, фиолетовый брокколи вместо зеленой. И кофе хорошего качества тоже имеет значение. Да, так что я стараюсь разнообразить то, что ем, но при этом всегда выбираю более темный вариант, если это возможно. Хорошо, итак, есть ли еще что-нибудь, что нужно знать о процессе нейропластичности? Итак, исходя из того, что я выяснил на данный момент, речь идет о понимании паттернов, существующих в нашем мозге, и понимании их последствий. Повторение — это ключ к созданию новых путей. Есть ли еще что-нибудь, о чем мне действительно нужно знать? Потому что я действительно хочу развить свой мозг и изменить его. Да, итак, вот что касается подотчетности. Речь идет о подотчетности, но также и о создании условий в вашем теле для того, чтобы ваш мозг мог выполнять все эти действия. Так вот, это немного повторяется. Но сон примерно по 8 часов в сутки. Регулярное время сна и бодрствования, кажется, имеют дополнительное преимущество. Мы не знаем почему. Так что в течение часа ложитесь спать между 10 и 11 часами и просыпайтесь в любое время. Я не веду сидячий образ жизни, поэтому физическая активность не обязательно означает, что вам нужно тренироваться в тренажерном зале. Честно говоря, с точки зрения нейропластичности, вам не нужно делать слишком много упражнений высокой интенсивности, потому что это повышает уровень кортизола. Так что лучше делать довольно много упражнений высокой интенсивности. Мягкое упражнение. Я ем 30 различных растительных продуктов в неделю и максимально изменяя их цвет. Я помогаю вам справляться со стрессом, будь то с помощью медитации или просто устраняя причины стресса. Если вы этим занимаетесь, и если вы занимаетесь всеми этими вещами и хотите играть на втором уровне игры, вы можете начать есть с ограничением по времени. Так что ешьте только в промежутках между приемами пищи. Я ем только между 12 часами дня и 8 часами вечера, но вы могли бы сделать это с 8:00 утра до 8:00 вечера. Так что такой вид голодания также очень полезен для вашего мозга, но только в том случае, если у вас есть правильные основы. Если вы этого не сделаете, это вам не поможет. А как это влияет на работу мозга, голодание, периодическое голодание? Это помогает регулировать уровень сахара в крови. Резкие скачки уровня сахара в крови вредны для вашего тела и мозга. А также голодание и ограничение калорий действительно полезны для здоровья мозга и долголетия, но только в том случае, если у вас правильные основы. Тот, кто испытывает стресс, плохо ест или недостаточно спит, не получит пользы от ограниченного по времени приема пищи или прерывистого голодания, потому что это одна из форм стресса для вашего организма. Но это та форма стресса, которую ваше тело может принять и использовать для повышения устойчивости, если базовый уровень — все это очень хорошо. А для того, чтобы нейропластичность проявилась, нам нужно решать серьезные когнитивные задачи. Задачи, которые как бы ломают существующие пути развития. Да. Так вот, я хочу научиться быть диджеем. Я учусь этому уже около 12 месяцев. Мне кажется, что для
для меня это большая когнитивная задача. Да, это здорово. Это именно тот тип вещей, которые могли бы проложить новый путь в моем мозгу. Совершенно верно. Кто-то просто хочет повысить свою самооценку и уверенность в себе. Что говорит нам мозг о процессе достижения этой цели? Не возвращается ли это снова к тому, что мы говорили об осознанности, понимании чувств и последствий, а также о постановке целей, повторении и ответственности? Мы еще дойдем до этого, но на самом деле есть небольшой толчок к этому, который действительно полезен, особенно с точки зрения уверенности и самоуважения. А именно, обычно возникает конкретная повторяющаяся негативная мысль, связанная с чувством неуверенности в себе. Так что если вы сможете определить, что это такое, и создать позитивную аффирмацию, которая будет как бы противоположна этому или противодействовать ему, то это может стать отличным способом начать работу. Моя фраза звучала бы так: «Все должно быть идеально, но это не будет идеально». Я бы не смогла сказать этого в прошлом году, но сейчас я, вероятно, смогла бы сказать: «Все будет лучше, чем идеально». Это будет потрясающе. Я знаю это. Но для того, чтобы попасть туда, я могла бы сказать: «Это не обязательно должно быть идеально, но это будет здорово». Или же я могла бы сказать: «Может быть, это и будет идеально». Иногда я задаю себе вопрос: каков наилучший возможный результат, который может здесь произойти? Таким образом, это меняет ваш образ мысли и вещах, о которых вы думаете. Так что это в основном метапознание, которое заключается в том, что вы можете понять свое собственное мышление, а затем довольно сильно изменить это повествование. Даже если вам кажется, что оно не совсем верно, и просто повторить это так, чтобы так сильно, что ты начинаешь изнашиваться на этом другом пути. Действительно ли язык имеет значение? На каком языке мы говорим с собой и с другими людьми? Да, это действительно важно. Да, важно то, как мы говорим о себе. Откуда мы знаем, что это имеет значение? Это нейропластичность. Если вы повторяете что-то про себя или вслух, то если это повторяется чаще, чем другое утверждение, то именно в это ваш мозг и поверит. Таким образом, мы можем эффективно обмануть свой мозг, постоянно повторяя про себя что-то другое. Потому что в сообществе личностного развития существует целое движение, которое гласит, что нужно просто посмотреть в зеркало и сказать себе: «Я красива, я привлекательна, и все будут любить меня. Что касается меня, то я собираюсь разбогатеть». А я-то думал, что мне будет трудно попасть на борт этого поезда. Да, вот именно это. Потому что я знаю, что сам себя обманываю. В моем подсознании или где-то еще, я просто знаю, что если я говорю эти вещи, то говорю не о себе, а о тех очень-очень далеких вещах. Я просто думаю, что мой мозг достаточно умен, чтобы понять, что я сам себя обманываю. Да, я думаю, что в этом есть доля правды. Так вот, здесь есть несколько моментов, а именно те конкретные вещи, которые, как вы сказали, очень поверхностны. На самом деле, это не те вещи, которые люди должны говорить себе сами. Вот что я нахожу, и я почерпнула это из подкаста с Льюисом, так это то, что он сказал, что иногда он просто говорит себе: «Я в безопасности, я в безопасности, я в порядке». И на самом деле просто иногда говорит себе: «Я в безопасности, это именно то, что мне нужно сделать». Слышу, дело не в том, что я красивая, а в том, что я потрясающая. Это действительно похоже на А. Это то, что каждый, наверное, хочет сказать Б. Это не решает основных проблем, не так ли? Да, это не так уж сложно, и я собираюсь разбогатеть. Это самый худший вариант, потому что вам действительно нужно что-то сделать, чтобы это произошло. Вы не можете просто так сказать об этом. Так что я думаю, что найти то, что вам нужно сказать себе, не имеет ничего общего с социальными ожиданиями, родительскими ожиданиями или социальной группой, а также с тем, кем являются все остальные. Занимаясь тем, что вы действительно хотите узнать для себя, вы сможете выйти в реальный мир и делать то, что вам нужно, чтобы получить другие желаемые вещи. Вот вы сказали, что не можете просто сказать это. Вы должны выйти и сделать это. Сейчас, когда люди слышат термин проявления, он ассоциируется с тем, что они просто говорят или думают о чем-то. И в меньшей степени ассоциируется с тем, чтобы действительно выйти и сделать это. Так что многие люди просто отключаются, когда кто-то говорит о проявлении, потому что это звучит как-то странно. На доске ведения, и это произойдет. И на самом деле, мне кажется, я уже говорил об этом несколько раз, но я бы не сказал, что это было что-то особенное. Спорно возникло несогласие, которое привело к тому, что человек, с которым я разговаривал, буквально вышел из такси в центре Нью-Йорка и ушел. Много лет назад я был на свидании, и одна девушка сказала мне, что ты можешь просто воплотить в своей жизни все, что угодно. Так что просто подумай об этом, и тогда это произойдет. Вот я и подумал: как ты думаешь, можно ли просто подумать о том, чтобы стать миллионером, и тогда это произойдет? И она ответила: да. И я согласился, и тебе даже не пришлось бы делать все эти вещи. А она сказала: нет, ты можешь просто подумать об этом, и Вселенная притянет это в твою жизнь. Ты веришь в проявление? И если да, то в какой форме оно проявляется? И как это согласуется с нейробиологией? Так вот, я верю в проявление, основанное на вашем мозге. Таким образом, ваши мысли, ваши убеждения, ваши действия — все это зависит от вас. Так вот, когда я назвала свою книгу «Источник», я сказала, что ваш мозг — это источник вашей способности привлекать в свою жизнь все, что вы хотите. Так вот, однажды летом я села и исследовала законы притяжения, и просто посмотрела, могу ли я объяснить их с помощью когнитивной науки, это психология и нейробиология. И я смогла это сделать. Так что я подумала: ой, я кое-что поняла. И первый этап для меня заключался в понимании того, что это абсолютно точно связано с тем, как вы мыслите, но в то же время это не похоже на магическое притяжение чего-то в атмосфере. Это связано с изменениями, которые вы вносите, основываясь на своем мыслительном процессе. Я действительно верю в доски видения, но я называю их досками действий, потому что вижу в них представление о том, чего я хочу. Но мне все равно нужно выйти и воплотить эти вещи в жизнь. Я думаю, что также гораздо больше вдохновляет вера в то, что именно ваш мозг заставляет все это происходить, а не какая-то внешняя сила, в чем вы,
на самом деле не уверены. Так как же мне воплотить что-то в своей жизни? Допустим, я хочу создать замечательные отношения. У меня прекрасные отношения, но, допустим, я был одинок и хотел найти идеального партнера. Как бы я мог найти идеального партнера в своей жизни? Используя мозг в качестве источника информации? Да, так что в этом случае, я думаю, предпочтительнее всего составить список качеств, которые вы хотите видеть в этом человеке. Но затем вам нужно убедиться, что вы соответствуете всем требованиям, указанным в этом списке. Ох. Так что если я хочу стать блондинкой, мне придется перекрасить волосы. Я просто шучу. Я просто шучу. Хорошо, я понимаю, что вы имеете в виду. Итак, вы говорите о фундаментальных качествах и ценностях. Да. А затем убедитесь, что вы представляете эти качества и ценности. Я никогда не слышал, чтобы кто-то так говорил, но это очень важно. Потому что я знаю очень многих людей, которые написали бы список того, что они не могут соответствовать самим себе с точки зрения фундаментальных ценностей. Они, вероятно, хотят, чтобы их партнер был дисциплинированным, заботился об их здоровье и был честным. И если они спросят себя, действительно ли это так, действительно ли это так, они, скорее всего, потерпят неудачу в этом вопросе. Честно говоря, мой партнер намного лучше меня во многих отношениях, почти во всех отношениях. Я бы, наверное, тоже не попал в этот список. Почему это так важно? Я думаю, что многие люди говорят, это именно то, чего я действительно хочу от кого-то. Но на самом деле вы никогда не услышите, чтобы люди говорили, я действительно работала над собой, и это именно то, что, по моему мнению, я могу предложить. И таким образом, в психологическом плане вы встречаете людей на том же уровне психологической эволюции, на котором находитесь вы, но в равной степени с другой стороны медали. Вы знакомитесь с людьми на том же уровне психологической травмы, что и вы. Так что для того, чтобы поддерживать сбалансированные отношения с кем-то действительно замечательным, вы должны принести что-то на вечеринку. Никто не пойдет с вами на свидание, если он действительно потрясающий, а вы зануда. Но драгам нужны удивительные люди. И в этом-то и заключается проблема, не так ли? Ведь это правда, не так ли? Думаю, что да. Неужели вы боитесь сказать это вслух? Когда я был идеальным занудой в своей жизни, когда я был самым занудным занудой в своей жизни, я привлекал людей зануд. Но мне нужны были удивительные люди, и я никогда не мог их заполучить. Да, но я чувствую, что вместе с тобой это было частью твоего пути к осознанию того, что ты можешь стать удивительным человеком. Я верил, что смогу это сделать. Да, именно так. Итак, после того, как вы выполнили работу, которая помогла вам выбраться из Драксвилла, у вас появился удивительный человек. Аминь. Хорошо, так что это очень интересно. Так что убедитесь, что вы соответствуете требованиям этого списка, потому что мы поднимемся на уровень наших ценностей и опустимся до уровня наших ран. Да, мне нравится, как вы это сформулировали. Но также и то, что вы можете предложить в отношениях, так же важно, как и то, чего вы от них хотите. И я не знаю, как общество. Мы просто не думаем об этом в таком ключе. На самом деле в моем дневнике есть заметка, где я написал: люди, которые сосредотачиваются на том, чего они хотят, обычно не получают желаемого. А люди, которые сосредотачиваются на том, что они могут предложить, обычно получают то, что хотят. Это потрясающе. По сути, это одно и то же. Да, я буквально только что повторил это как попугай из-за того, что вы воспользовались плагиатом. Нет, но это не мой дневник. И некоторое время назад я написал в своей истории в Инстаграм, что для меня это было просто наблюдением в бизнесе, когда вы нанимаете людей, которые сосредоточены на том, чтобы спросить, могу ли я получить повышение зарплаты. Могу ли я получить повышение зарплаты? Обычно повышение зарплаты получают не те люди, которые сосредоточены на том, что они могут предложить. Да. Именно им вы отдаете все силы, продвигаете их по службе и повышаете зарплату, потому что они сосредоточены на самом важном, а именно на длительных периодах времени. Не всегда в краткосрочной перспективе и не всегда в каждом конкретном случае, но на жизни в конечном итоге я дам тебе примерно то, чего ты заслуживаешь. В долгосрочной перспективе, как правило, для большинства людей, но не всегда, потому что обязательно найдется кто-то, кто скажет: так что же ты не можешь сделать со мной? Потому что я уже высказал предостережение. Но в целом именно это я и наблюдал. И я видел, как люди обманывали систему. Я видел, как люди продвигались немного дальше, чем их талант или ценность. Но у жизни есть чудесный способ вернуть нас на уровень наших ценностей. И вы сами сказали, что в отношениях жизнь может привести вас к глубоким ранам или к возвышению ваших ценностей. Так что на самом деле, если вы хотите найти устойчивый способ получить то, что вы хотите в жизни, это поработать над тем, что вы можете предложить другим людям. Да, и пока ты говорил, это навело меня на мысль, что на самом деле, если бы, скажем, я постоянно думала, о, я хочу этого, посмотри мне в глаза, я хочу этого мужчину. Это должно быть состояние, вызывающее выработку кортизола в вашем организме. Но если вместо этого я спрошу, что я могу сделать для Стивена? Мне нужно подарить так много любви, что это будет просто окситоцин. А кому из нас кто-то будет испытывать большее влечение? Это очень интересно. О, это действительно так. Я хочу поговорить с вами об одной из тем, которая в последнее время получила широкое распространение в культуре. Это нейродивергенция. Это очень важная тема. Аутизм, СДВК, всего этого так много. На днях одна мама прислала мне голосовое сообщение. Ее ребенку только что поставили диагноз аутизм. Она действительно борется с этим заболеванием и пытается понять, что оно означает, откуда взялось и является ли наследственным. И так много гостей в моем подкасте говорили о росте числа диагнозов СДВК и о том, вызываем ли мы это тем, как мы выбираем образ жизни нашей жизни. Исходя из понимания нейробиологии, что такое нейродиверсия, что ее вызывает и как ее лечить. Да, так что это в большей степени связано с моим опытом работы в качестве психиатра, когда я также проводила некоторую работу с детьми. Таким образом, нейродиверсивность — это в основном все, что не относится к категории типичного мозга, то есть то, как думает большинство людей и как работает их мозг. Таким образом, это включает в себя такие вещи, как дислексия и дискалькулия, а также СДВК, аутизм, синдром Аспергера и другие вещи.
Я думаю, что во многом это связано с улучшением диагностики. Так что я не утверждаю, что это не тот случай, когда эти проблемы возросли, но я думаю, что мы также намного лучше справляемся с их диагностикой. Так, например, когда я работал в основном с маленькими мальчиками с СДВК, когда я увидел их в первый раз и взял, если говорить о полной семейной истории, то довольно часто отсутствовал отец, который на самом деле состоял в нескольких разных отношениях и не мог удержаться на работе. И вы как бы подумали, да, возможно, у него это было, но диагноз не был поставлен. Так что в этом есть какой-то элемент. Я действительно думаю, что это адаптация к миру, который меняется такими быстрыми темпами, в котором всегда задействовано так много технологий. И некоторые люди сказали бы, что аутизм — это даже своего рода форма эволюции, которая помогает нам идти в ногу со временем. Мир стремительно меняется. Значит, вы считаете, что мы не обязательно знаем, растет ли распространенность этого заболевания? Я думаю, что так оно и есть. Но отчасти это происходит естественным образом, а отчасти потому, что мы лучше справляемся с диагностикой. Это действительно так. Все в порядке. Я тоже иногда задаюсь вопросом о таких вещах, как дислексия, всегда ли у людей был какой-то элемент дислексии. Но в мире, в котором мы живем, это нечто большее, более очевидное и более сложное. Подумайте о школьной системе, письменности и образовании, это довольно новые понятия. Да, именно так. И так как это связано не с нейродивергенцией, а с такими вещами, как гендерная идентичность и сексуальная ориентация, то в ходе своего исследования я обнаружила, что эти вещи были поняты давным-давно. Там было место для людей и понимание их роли в обществе, а иногда даже более высокой роли. Так что действительно интересно, что сейчас мы занимаемся такими вопросами, как какого пола хочет быть ваш ребенок, и какая жизнь будет у вашего ребенка, если он будет гей или что-то в этом роде. И, судя по всему, эти древние культуры постоянно имели дело со своей психикой. Никаких проблем. Ваша вторая серия вашего подкаста будет посвящена некоторым из этих работ, которые вы изучили. Да. Если бы вы могли рассказать мне только о некоторых интересных вещах, которые, по вашему мнению, оказали бы наиболее значительное влияние на мою жизнь. И вы не можете упомянуть об изучении португальского языка, о чем бы вы мне рассказали. Так вот, одна тема, которая очень сильно затронута, связана с творчеством, о чем уже упоминалось. Но такие вещи, как напевание и пение, на самом деле приносят огромную пользу. И они, очевидно, существуют уже целую вечность. И мы действительно не знаем, почему люди вообще это делали. Но с точки зрения выражения творческого потенциала и успокоения нервной системы, это одна из вещей, которая, похоже, пришла не только из аюрведы, но и из других наук. И американцы тоже. Джеймс Нестер сказал мне то же самое. Так ли это было? Я что-то напевал себе под нос. Да. По-моему, это было полезно для вашего здоровья и иммунной системы, сказал он. Да. Как будто через нос. Все бывает по-другому. В разное время ты можешь делать даже то, что тебе нравится. Продолжайте. Я вас вижу. Вы избегаете этого. Я буду в трейлере. Но в то же время он словно гудит где-то в глубине вашего горла, словно жужжит между вашими губами. Так что, похоже, это такая простая вещь. Я имею в виду, что вы можете сделать это на кнопке. Вы можете это сделать. Это должно было попасть в канализацию. Нет, это не так. А почему это может помочь? Почему это может помочь нам? На самом деле, мне не очень-то хочется знать ответ на этот вопрос. Я просто думаю вот о чем. Что мы можем подчеркнуть из местной мудрости, которая могла бы помочь нам сейчас? Но я думаю, что это как-то связано с регулированием вашей парасимпатической нервной системы. Хорошо, на самом деле именно это он и сказал. Да, теперь я вспомнил. Этот момент касается старения в целом, долголетия и старения. Одна из действительно интересных вещей, о которых вы говорите в этой книге, это идея своего рода психологической подпитки и психологической подпитки старения. И эта психологическая подпитка — это влияние, которое отношение к старению оказывает на наше физическое тело, как наши мысли о старении влияют на наши физические способности. Исходя из этого, я понял, что наши мысли о старении оказывают влияние на наше старение. Да, так вот, на самом деле есть действительно увлекательное исследование. Одно из моих любимых, о котором стоит поговорить. Это исследование 3 групп 80-летних людей. А что такое 80-летний старик? Здесь живут люди, которым за 80. Все в порядке. И одна группа была контрольной, так что они просто жили, как обычно, в течение недели. Одна группа должна была большую часть недели вспоминать о том, как им было за 60, когда у них была такая возможность. А одна группа действительно была вынуждена переоборудовать свои дома в модернизированные версии, которые выглядели так же, как их дом 20 лет назад. Им раздали газеты, датированные 20-летней давностью. У них были свои фотографии в этом доме, когда им было за 60. И одна из вещей заключалась в том, что они пришли туда и подумали: хорошо, а кто понесет наш чемодан в спальню или что-то в этом роде? И они сказали: нет, тебе уже 60 лет, и ты сам несешь наш чемодан. Так что все началось буквально с той минуты, как они приехали туда. И этим маленьким старушкам пришлось нести свои чемоданы наверх, а джентльменам поднимать их наверх. Через неделю люди в этой группе стали выше ростом, потому что их осанка улучшилась.
У них улучшилась координация движения опорно-двигательного аппарата по сравнению с предыдущей неделей. На фотографиях до и после, которые были показаны людям, которые их не знали, они были оценены как более молодые в течение одной недели после фотографий с момента прибытия в это место. И в группе, которая напоминала о себе, тоже произошли некоторые улучшения, но не так сильно, как в группе, которая жила так, как будто им было за 60. И таким образом там было 3 группы. Да. Те, кто вернулся назад и заново пережил свою жизнь, те, кто предавался воспоминаниям, и те, кто вообще ничего не делал. Да. Ух ты! И это действительно показывает, как влияет на нас то, что мы думаем о себе, а также все физиологические последствия этого. Если вы говорите об этом, то и ваши глаза тоже. Но ведь вы собирались получить по заслугам. Это было что-то вроде лазерной хирургии глаза или что-то в этом роде? Нет, это просто так. Люди говорили вам, что вам нужно нанести глянец? Мой оптик сказал мне об этом. Так вот, он индийского происхождения, того же возраста, что и я. И он сказал: «О, я думаю, что в следующем году вам, вероятно, понадобятся очки для чтения». А я ответила: «Нет, мне не нужны очки для чтения. В них вы выглядите очень старым». И он сказал: «Да, я знаю, что мы оба выглядим моложе своих лет. Но знаешь, твои глаза будут стареть так же, как и у всех остальных». А я ответила: «Нет, это не так». Так что я ушла, а через год вернулась. И он спросил, как продвигаются дела с чтением. Так что все в порядке. И он вроде как успокоился, Тара. Так вот, он делает мне тест на зрение. На полпути он поворачивается на этом маленьком стульчике и говорит: «Твои глаза не стали хуже. Они даже не остались прежними. Они стали лучше». И я сказала: «Я знаю». И он спросил: «Чем ты занимался все это время?» И я сказала: «Я просто сказала тебе нет, когда ты сказал, что мне нужно купить очки для чтения. И когда я смотрю на свой телефон или книгу, и мне кажется, что было бы немного легче, если бы я отодвинула его подальше, я просто этого не делаю». И что же это происходит в мозгу? Почему это происходит? Почему это улучшило ваше чтение? У меня не возникло никаких проблем с чтением, но он, очевидно, заметил, что цифры немного изменились. Я действительно сделала не намного больше того, что только что сказала. Так что это было все равно, что не принять ограничения и не изменить свое поведение. И я думаю, что именно это вы видите на примере третьей группы людей, которые должны были изменить свое поведение, чтобы жить без какой-либо помощи и таким образом, как они должны были жить, когда были моложе. Таким образом, по сути, были сняты ограничения, которые мы сами на себя накладываем. А именно, если мне исполнился возраст X, то это должно означать, что мне нужны очки для чтения или трость для ходьбы, что бы это ни было. Существует также своего рода противоположный эксперимент, который был проведен с молодыми студентами-медиками во Флориде. Им нужно было пройти между 5 комнатами, а на столе лежали 5 листков бумаги с написанным на них словом, и нужно было составить из них предложение. Но это был не настоящий эксперимент. Они думали, что это и есть тот самый эксперимент. Настоящий эксперимент состоял в том, что в одной из комнат на столе лежали слова «Флорида», «пляж», «солнце», «прогулка», «бунгало». И все они вышли из этой комнаты медленнее, чем из любой другой комнаты, потому что эти слова ассоциируются с выходом на пенсию. И это заставило их замедлить шаг. Вы спросили меня, важен ли язык в искусстве для нашего мозга. Вот насколько это важно. Значит, простое произнесение слов может так быстро изменить наше поведение? Именно это и показал эксперимент. Я много думал об этом. Я сказал, что у меня есть видеоблог на YouTube под названием «За дневником». И в 2 эпизодах я поймал себя на том, что во время съемок я сказал слова, которые, как мне казалось, были бы бесполезны. И я думаю, что кто-то в комментариях действительно бросил мне вызов. Потому что однажды, когда я снимаю «Логово дракона» и снимаю самого себя, я просто говорю о том, что происходит, и говорю: «О, мне действительно нужно выпить кофе сегодня утром». И я останавливаю себя и говорю, что мне не следовало бы говорить «нуждаюсь». А потом я начинаю понимать, что в этом случайном употреблении слова «нужда» на протяжении всей нашей жизни есть что-то такое, что лишает меня силы. Это делает меня рабом кофе. Поэтому я обращаю ваше внимание на то, что я уверен, люди считают меня немного странным в том, что я делаю. Что я должен? Мне действительно нужно не произносить слово «потребность», связанное с этими вещами. Потому что тогда у меня, вероятно, разовьется психологическая и, возможно, физическая потребность в этой вещи. И это просто означает, что вы просто привносите это слово «нужда» в свою жизнь. Как будто вам чего-то не хватает. Как будто вам что-то нужно. Я постоянно меняю свои слова, как будто немного подправляю их. Так что я бы сказала: «О, я собираюсь побаловать себя чашечкой кофе». И это было ваше решение. Вы были там очень сильны. Да. Это был ваш выбор, который вы сделали сами. Да. Здесь также есть важный момент, касающийся личной ответственности. Когда люди говорят о том, что я не могу заниматься физическими упражнениями, у меня нет времени, мне кажется, что это действительно лишает меня сил. В то время как у меня есть другие приоритеты, и это придает мне сил. И я постоянно думаю об этом, потому что если вы спросите кого-то, почему он не занимается физическими упражнениями, он, как правило, обвинит вас в этом. Это зависит от какой-то силы. В этом кадре создается впечатление, что существует некая сила, которая контролирует их жизнь за них, которая не дала им времени или что они не могли. В то время как на самом деле это просто типичный случай приоритетов, и ваш ребенок или ваша работа, которая оплачивает вашу ипотеку, могут быть вашим приоритетом. Но я думаю, что это очень важно. Я всегда чувствовал, что важно признать тот факт, что вы сделали выбор — заботиться о своем ребенке или уйти на твою работу по выплате ипотеки. А я этого не делал. У меня не было времени. Да. Вот почему я так много думаю о языке, который я использую, и о том, как он доминирует в моей жизни. Даже если я постоянно говорю себе, что я неорганизован и беспорядочен.
Так вот, это, вероятно, делает меня неряшливым человеком. О О чем же мы говорили, о чем, вероятно, следовало бы поговорить? Есть ли вообще какие-нибудь исследования или какие-то идеи относительно работы мозга и того, как мы меняем упрямые привычки? Или вообще что-нибудь еще, чему вы научились из древней мудрости? Я знаю, что мы говорили очень широко о множестве разных вещей, но я надеюсь, что мое намерение в каждом предложении, которое я вам сказал, заключается в том, чтобы люди осознали, какой огромный потенциал заложен в их мозгу, например, насколько они способны создавать еще более удивительные вещи. Жизни, чем у них уже есть. Я думаю, что сейчас я принимаю это больше, чем когда-либо прежде, потому что у нас с вами состоялся этот разговор. Я думаю, что я принимаю тот факт, что во мне заложено так много неиспользованного потенциала, и что я не являюсь полностью сформировавшимся жестким сгустком клеток. Я могу кардинально измениться. Я думаю, что многие люди, вероятно, если они дойдут до этого момента в разговоре, тоже примут это. Если бы вы закончили, я думаю, первым шагом было бы то, что я должен немедленно сделать по мере продвижения вперед в своей жизни отсюда, что помогло бы мне, чтобы начать двигаться к тому человеку, которым я хочу стать. Он организованный человек, отличный партнер, успешный в своем бизнесе, отлично ведет свой подкаст и все такое прочее. Каков же этот первый шаг? И знаете, что самое смешное, так это то, что мой мозг продолжает думать о таксисте, которого я встретил по дороге сюда, который сказал, что слушал меня, я слушал подкаст. И он рассказал мне об этом, приоткрыв мне маленькое окошко в его мир. Так вот, он каждый день ездит на такси. И я встречаю много таксистов, которые слушают подкаст, и мы общаемся в чате. И часто они мечтают заняться чем-то другим. Поэтому они могут сказать мне: знаешь, я хочу когда-нибудь открыть свой собственный бизнес. И я просто смотрю на это. Я ищу пару первых шагов. Но я размышляю над тем, что вы сказали, и понимаю, что они будут настолько укоренены в своих привычках, работе, привычках и распорядке дня, что им будет очень трудно совершить этот прыжок. Да, так вот, если бы я могла предложить людям что-то на вынос для начала, это было бы действительно просто. Но это не значит, что на другом конце пути не будет много тяжелой работы. Было бы лучше, если бы вы четко определили, чего именно вы хотите. Итак, вы упомянули о нескольких вещах. Потратьте 5 минут на то, чтобы сесть и визуализировать, как эти вещи становятся правдой, а затем поблагодарите за это. Это будет моим первым шагом. Поблагодарите меня за это. За это. Все это правда. Всего на 5 минут. Я отличный партнер. Я не веду себя неряшливо. Мой подкаст пользуется огромным успехом. Мне нравится видеть это, чувствовать это своим телом, ощущать это на вкус во рту, слышать это ушами. Полностью погрузитесь в это на 5 минут, а если сможете, то и дольше. А потом просто будьте так благодарны за все это. По сути, то, что вы делаете, это переводите свой мозг из состояния страха в состояние доверия, и это является ключом к осуществлению этих изменений.